позиции экстрасенсорики я вижу так. Паспортов не будут, и чипы будут. Но это более жестко все-таки, это ж чипы, да еще в твоей голове. Отдельное время прям целая секта будет типа вот этих свободных от чипов ребят. Мы вот чистые, органические люди. Это приведет к краху экономик больших государств. Цены на товары просто взлетят, и у большинства просто денег не будет, там, не знаю, кусок хлеба, как автомобиль будет стоить. А это означает, что это сразу же запустит цепную реакцию на что? На болезни, на эпидемии. Ты знаешь меня, я не тот человек, который любит наводить страхов, но может начаться все что угодно, вплоть до голода, вообще просто жесткого. Административный ресурс просто не дает массового распространения этой темы. Те души, которые сюда будут приходить, они будут приходить по совершенно новым контрактам, по совершенно новым правилам. Когда я захожу на 200 тысяч лет через высшее, я вижу, что не надо. Ту-ту-ту. То есть ту-ту-ту, да. У меня мурашки. Она говорит, заходить не надо. Я туда не пойду. Я действительно будущее вижу за цифровизацией, это правда. Но здесь я отличаюсь от тех ребят, которые кричат, что это караул. Ну, это просто будущее такое, да, оно будет. То есть не будет бумажек? Не будет бумажек, это точно. Со временем не будет. Ну, опять же, на горизонте там 10, 15, 20 лет не будет бумажек. Паспортов не будут, электронные будут паспорта. И чипы будут. Вот уже Илон Маск на днях, тут вот сколько там, месяц назад, он уже анонсировал, что появились чипы, которые восстанавливают зрение даже слепым людям, которые от рождения. Самое главное, я вот сколько раз не захожу на высшее я в этом ничего плохого не вижу. Вот в чем суть. В чипировании людей? В том числе нет, да. Ну, смотри, у нас что все боятся обычно те, кто вещают все эти теории заговоров, да, что нас сейчас... Ну, полный контроль, вот это вот все, да. Зачипируют, да, что в какой-то момент человеку могут вселить какую-то мысль, да, или вселить какое-то заболевание, и даже никакие вакцины не нужны. Да, это правда. Но я скажу так, как политолог, человеку вселить мысль можно и без чипов, и очень эффективно. Ну, да, если с позиции высшего я говорить, то тем более, да, то, что настолько эгрегоров вокруг, которые транслируют нам эти мысли в голову, и даже там эгрегор, он на Бали пролетел, тут вокруг столько сущностей, да, каждый от тебя что-то хочет, это правда. Что-то вселяет тебе какие-то мысли дурацкие. Поэтому я действительно, я не вижу, это просто изменение правила игры. Я прям вот заходил на высшее я и просматривал будущее. Будет цифровое, будет цифровое. Плохо это? Нет, это просто изменение правил игры. Игра просто будет немножечко другая. Будут чипированные люди? Будут. Но не все, да? Не все, нет. Прям я вижу отдельное время, прям целая секта будет типа вот этих свободных от чипов ребят, которые типа вот нет, мы вот чистые, органические люди. Слушай, ну вот знаешь, сейчас вот даже как с вакцинами вышло, там, этими ковидными. Кто-то делал, кто-то не делал. Я не вижу какого-то сильного различия между людьми в плане, что нет какой-то секты, что мы все тут без вакцины. Вроде такого нет. Нет, сейчас нет такого. А с чипами будет иначе, да? Что там это более жестко. Все-таки это ж чипы, да еще в твоей голове и так далее. Я прям вот вижу, здесь кто-нибудь в комментариях говорит, досмотрел... Да его уже чипировали. Досмотрел до этого места и сразу же выключил. Но опять же, с позиции высшего я на самом деле никогда не видел отрицания чего-то. Это вот такая вот интересная очень позиция, да, то есть там полное принятие. Да, эта позиция такая, знаешь, ну, практически изначального бога, которому... Который играет в игру. Да, но игра изменилась, прикольно. Ему и убийство окей, ему и... Вот что бы человек ни сделал, ему окей. Он пошел сожрал человека, ему окей. Пошел убил, скорее, ему смотри, окей. там не совсем окей, ты видишь причины, которые привели к этому следствию. Ну да. Вот так. Я к тому, что с позиции высшего я, высшее я, так же, как и изначальный бог, он никого ни в чем не винит. Да, что не винит. Ты убийца, тебя надо сжечь в аду, там, и вот эта вся история, винит, ты чипированный. Такого нет, поэтому... Но опять же таки, то, что там никого не обвиняют, это не значит, что любой такой исход, будь то чипирование или глобальное уничтожение там всего, это прикольно для обычных обывателей. Это факт, да. Да, поэтому но, опять же, вопрос. Я не вижу вот этого, знаешь, цифрового концлагеря, как вот тут иногда пишут, что типа вот будущее, полная и тотальная слежка за всеми, что там ни шагу вправо, ни шагу влево. На самом деле на сегодняшний день поведение практически любого человека, оно и так уже очень-очень в ограниченных рамках. На самом деле судьбу человеку можно предсказать
Именно из-за того, что, ну, как бы у него веток выбора-то не так уж и много. Почему так происходит? Эгрегоры, огромное количество эгрегоров, огромное как бы шаблонное мышление. На сегодняшний день у большинства людей, там, не знаю, в Индонезии свои шаблоны, в России свои шаблоны, в Америке свои шаблоны. И люди по этим шаблонам вот от самого детства до самого позднего периода вообще своей жизни, до самой старости и живут. И все, и на самом деле их уже давно чипировали. Просто самих чипов нету. Опять же, это вот суть говоря. И форма, да. Формы сейчас чипов нету, но суть формы, суть чипов есть. Хорошо, а что насчет того, что вот раз мы сейчас находимся в каком-то неком переходе, да, финансовом. Что насчет того, что меняются также и денежные законы? Сейчас много кто про это говорит. Да. И, может быть, ты дашь какие-то рекомендации людям, что им нужно знать вообще, чтобы вот этот переход, не люблю это слово, конечно, в контексте нашем эзотерическом, но тем не менее, да, что вот это переходы на цифровые валюты, переход на то, что все-таки там криптовалюты растут, и тоже нужно с этим смириться и как-то адаптироваться, да, а не продолжать забивать и делать вид, что этого нет. Мой основной месседж будет вот такой. Опять же, на этой планете никогда не бывает вот такого, что что-то происходит без ведома условно вот этих архитекторов, да? А архитекторы, вот сколько раз я не просматривал, сколько не просматривали мы с клубом, сколько не просматривали мы в блоге их, но это очень опытные ребята и очень высокодуховные. Они ответственны за игру, за поле для формирования игры здесь, на этой планете, вот, которую они и формируют. Да, и если уж они ведут планету в эту сторону, это означает, что меняются правила игры, и что, на самом деле, и те души, которые сюда будут приходить, они будут приходить по совершенно новым контрактам, по совершенно новым правилам. Ну, то есть это, грубо говоря, как вот разработчик запустил новую игру, и раз уж ты сюда пришел, это означает, что твой дух одобрил эту игру. Если бы он бы не одобрял, он бы ушел бы на какую-то другую планету и играл бы в игры абсолютно другие. Вот и все. Поэтому, раз уж мы сюда пришли, на то были причины. Мы можем умом сопротивляться и говорить, что нет, что это все ужасно, что все плохо, нас чипируют. Но раз уж мы здесь оказались, то мы приняли эти правила игры. Наш дух он принял, мы же здесь. Поэтому мой основной месседж все-таки не отходить от этого мира, не выпадать из этого мира, а все вот эти новые веяния, которые возникают, хотя бы по чуть-чуть начинать в них разбираться. Потому что раз уж ты здесь оказался, нужно вообще разбираться в тех правилах, ради которых ты сюда пришел. Вот, то есть у меня тут, на самом деле, опять же, довольно позитивный взгляд, что если уж, как говорится, тебя это собрались чипировать, ну, изучи, что за модели чипов, какие плюсы у этих чипов, какая плюс у этой модели, какая плюс у этой модели, какие минусы, какие побочные действия. Ну, то есть я правильно тебя понимаю, что чтобы людям вот сейчас в это время успешнее реализовываться, да, понимать, что им делать, то им нужно не то что следовать моде, но не отрицать ее. Не отрицать ее, просто тренды не отрицать, просто разобраться в них и что им нравится взять, а что не нравится не брать. Вот тоже, да, там сейчас все сетуют на эти электронные аватары, да, что вот это видео, кстати, снимается вживую, так что вы нам, пожалуйста, поставьте лайк за то, что мы еще снимаем для вас вживую эти видео. Да, но тем не менее, вот тоже, да, как я на это смотрю, то, что мы снимаем видео через также и цифровые аватары, это позволяет нам выпускать просто в миллиарды раз больше контента полезного для вас, да? Без вот таких вот огромных затрат, которые происходят на живых съемках. И это же в любом случае все остаются в плюсе от этого. Никто не... А у меня есть ребята, которые мне иногда пишут, вот вы в блоге картинки генерируете в шедевруме от Яндекса. И да, что... у меня есть ребята, которые тоже это не приемлют. Плохо. Это плохо. Лучше совсем без картинок, чем картинки, которые сгенерировали нейросетки. А лучше, Данила, сам возьми и нарисуй. Вот возьми в руки холст, что там, краски. На стене. На стене пещеры. Углем. Да, и только потом сфотографируй на iPhone и выложи в Telegram. Нет, ты потом это этими голубями отправишь, чтобы все в твою пещеру приходили. Давай разберем это тоже. Хорошо, что это такое? Это же блок, опять же таки. Это человеческая установка, что я отрицаю. Все новое, да. Ну, неважно, там все новое, да, или что-то еще. Я просто отрицаю, неважно что. Я отрицаю эти... Как они, господи? Искусственный интеллект, да? Я отрицаю искусственный интеллект. Все, вот оно же. Это же сразу в структуре идет отвержение. То есть я генерирую отрицание, отвержение. Мне это неприемлемо. Там, то есть я уже даже это говорю, я чувствую, как я сжимаюсь, как я блокируюсь. Да.
И потом вот такой вот этот камушек идет такой, я ничего не приемлю. Не приемлю, да. Никаких чипов. Ну, слушай, на самом деле это, мне кажется, в целом свойство человеческого ума. Есть определенная зона комфорта, которая, понятно, выход из зоны комфорта всегда приводит к страхам и отрицанию всего этого. Взять, на самом деле, любые произведения классиков. То есть там, что Тургенева взять, там, что еще кого бы то ни было, да? То есть у них же было всегда, что говорили отцы о детях, что дети какие-то не такие, они какие-то странные, у них какие-то темы непонятные нам. Вот у нас, вот в нашей-то молодости, да, вот трава-то была зеленее, небо-то было голубее, а современная молодежь вообще какая-то неясная. И так было всегда. То есть те, кто родились в начале 19 века, ругали тех, кто родились в середине 19 века. А те, кто родились в начале, там, не знаю, 20 века, тех, кто родились в середине 20 века. Каждое новое поколение, всегда сталкивалось с неким непониманием со стороны родителей. И транслировало неприятие. И родители, да. Родители... Да, но и к чему это приводит, особо ни к чему. Прогресс все равно идет. Идет. Я имею в виду, что как раз-таки в этом прогрессе и участвуют те, кто приемлят и развиваются вместе с этим прогрессом. Да. А те, кто все вокруг отрицают, вот они пишут эти комментарии, какие мы все. Именно, да. Но ближе к старости они тоже обычно становятся такими же закостенелыми и уже на своих детей ворчат. Вот нам нужно не стать вот такими. Я все время... Согласна. Я все для этого делаю. Все время себе про это говорю, да. Согласна, не начать ворчать на детей. Как выглядит идеальное государство вот с позиции высшего «я»? И мне интересно, как ты видишь вот идеальную финансовую систему, что ты думаешь насчет всяких льгот? Вот меня всегда как-то, триггерит, что у тебя льготные группы называются. Это честно, я шучу так на самом деле, условно, да. Как ты относишься к льгот? Даже не ты, а как с позиции высшего «я»? В плане цены они же правда льготные, да. Я имею в виду, что как вообще вот с позиции высшего «я» устройство государства относится к пенсиям, льготам, каким-то бесплатным вот этим всем фишкам или не бесплатным, бесплатное образование, бесплатные... вся эта история. С позиции высшего «я», когда я захожу на него в плане идеальное государство, сам вопрос немножко теряет смысл. Потому что, опять же, что такое государство? Государство — это игра. Если взять аналогии компьютерных игр, что лучше, игра про рыцарей или про зомби? Кто-то любит про рыцарей, а кто-то любит про зомби. Да, кто-то любит про рыцарей, а кто-то любит про зомби. Это же самое и в плане государства. Любое государство — это форма определенной игры. Вот и все. И с позиции высшего «я» любая игра, если она образовалась, значит, она кому-то нужна. Значит, вот туда придут души, которые будут играть в эту игру. Поэтому нету идеального государства. Любое государство идеальное для той души, которая в него приходит. Хорошо, это глобальный взгляд. Да, действительно. Он такой. То есть я никогда, я сколько раз там самое лучшее государство, прям вдох-выдох, прям выходишь, нету самого лучшего. То есть, условно, вот та система тех же самых финансирования в США, да, или образования в США, да, и система образования в России, они идеальны для тех душ, которые там туда воплотились. Приходят. Им именно вот эта форма, именно эта суть именно в такой форме была необходима, да. То есть это так же, да, что нельзя подбить всех, что идеальная профессия — это врач, или идеальная профессия — это интервьюер. Интервьюер, да. Да, то есть у каждого свое, и на государственном уровне здесь так же. Да, то же самое, да. Интересно. Хорошо, а та тема... Смотрел фильм «Прекрасное зеленое»? Да. Мне интересно, какая там цивилизация вообще описана, но вот эта история про то, что все живут без электричества, обладают какими-то способностями, кстати, минимальными, хотя бы телепатия, да, базовая левитация по чуть-чуть кто-то, да, там не все, по-моему, это умели, но как-то вот... Способностями к просветлению. Да, очень принимающие они все, но суть в том, что они выращивают все самостоятельно, живут они даже чуть ли не в домах, а как-то, очень вот так скромно, скажем так, живут на земле, но при этом все очень добрые, любящие и так далее. Вот все, что описано в этом фильме. Это не идеальное государство? Было бы для Земли. А раз на сегодняшний день вот такой формы тут нету, то нет. Опять же, да, в сегодняшнем времени вот та форма, которая максимально адекватна тем задачам, тем душам, которые сюда приходят. Но то, что описано в «Прекрасной зеленой», я так скажу, есть миры в нашей вообще безграничной вселенной, которые живут примерно так, как вот описано там. А какие это миры? Миры, иные миры.
иные миры, иные планеты, иные параллельные реальности. Это высокий мир, и похожий мир существует, это точно. Похожих миров много, и это определенная, опять же таки, суть, определенная форма с определенной сутью, которую выбирает та или иная душа. Вот именно которой вот хочется именно вот в эту игру поиграть. Которая уже устала играть в жесткие игры, и ей уже надоели зомби, надоели войнушки, надоели рыцари. То есть ты считаешь, что это как бы наоборот следствие после условно нашей цивилизации, того, что происходит, это происходит потом, не это наоборот, что было как в прекрасной зеленой, а стало как сейчас у нас. Оно может быть по-разному, потому что, опять же, игры меняются циклами. Может вначале быть вот такая добрая, хорошая игра, а потом разработчики подумали, а давайте запустим была зомби. Какая-нибудь Сатья Юга, условно, где только все начиналось. Да. А потом вот началось что-то вот такое. Закончится что-то вот такое, начнется там что-то еще. Новый цикл, Те души, которым этот цикл не нравится, они просто уходят. Их никто не держит. То есть мы тоже это просматривали множество раз. Нету вот такого, что прям там тебе говорят, значит, все, ты обязан, ты здесь в тюрьме, сиди и мучайся, а мы будем с тебя силы тянуть. Вот тоже интересный вопрос, знаешь, про тоже там колесо сансары. Очень многие пытаются из него вырваться. Колесо сансары само по себе как термин, подразумевает под собой, что мы именно заточены в цикле перерождений здесь. Что если ты за это свое воплощение не вырвался куда-то, то ты обязательно воплощаешься. И я встречаю очень много людей, которые прям, как сказать, они прям сетуют на то, что они не могут вырваться, и они очень хотят. Я скажу так. Если вот ты зайдешь, ты, кстати, сделай это, когда мы доберемся до ответов на вопросы, и в целом не воспринимай все, что я говорю, как на веру, то есть я всегда про это говорю, ребята, не воспринимайте все, что я говорю на веру, проверяйте через высшее я, у вас есть идеальный инструмент для проверки. Вот когда я заходил, я всегда видел, что с позиции высшего я вот такого никогда нету. С позиции ума, да, с позиции какого-то там астрально-ментального тела, да, но с позиции именно по-настоящему высшего я никогда нет ощущения, что ты заперт в сансаре. Это интересный момент, потому что, насколько я знаю, высшее я, то есть я не могу сказать, что это душа, но вот этот условно конгломерат, вот этих тел, он-то и заперт как будто в сансаре. То есть если ты выбираешься, ты все это высшее я выдергиваешь, грубо говоря, вообще из этой игры. Именно. Смотри, это похоже, вот мы эту тему уже разбирали, это похоже на, как вот опять же, высшее я, оно ведь тоже многомерное. Но вот определенная мерность высшего я решила поиграть в игру на этой планете. Как это обычно выглядит? Это, если сравнить с компьютерами, это как бы ты привозишь сюда там свой сервер. То есть у тебя вот есть сервер, ты приехал в эту страну, разместился, все, разложился, и начал играть здесь. Как вот Дуров приехал в Арабские Эмираты, значит, с сервером, он там с сервером по всему миру ездил. Он говорил, что там в Америке мы пытались, и там пытались, но в итоге вот поняли, вот будем в Дубае. Значит, приехал, развернулся, основался здесь, и проходишь тут там свои воплощения, прочее. Можно ли сказать, что ты заперт вот в Дубаях? Раз у тебя здесь твой стоит сервер. В какой-то степени да, наверное. Но ты заперт по своей собственной воле. Тебя именно не заперли. Ты сам просто вот сюда приехал, основался, закопался, построил дом и, грубо говоря, живешь, проходишь всю игру, которую хочешь пройти. На каком-то этапе ты, как именно твое высшее я, оно поймет, что мы получили все, что нужно отсюда, и тогда мы отсюда уже переезжаем. Вот. Ты сворачиваешься, закрываешь и выходишь. Но как бы все, что я описываю, оно похоже на то, что говорят эти ребята, но немножко с иными акцентами. Потому что там это тебя прям заперли, и ты здесь находишься не по своей воле. Согласна. Вот. Тебя тут заперли, и ты здесь находишься, но по своей собственной воле. Вот что самое главное. Да, но ты допускаешь, что некоторые люди могут с позиции своей души, или она же там с высшего я, заходя на высшее я, видеть, что им пора сворачиваться, например. Конечно, такое может быть, да. И такое часто на самом деле происходит. То есть ты сворачиваешься и уходишь, но сам процесс вот именно вот этого разворачивания сервера,
Это на самом деле довольно масштабный процесс. То есть это не вот так вот, что ты сегодня, значит, раз развернул тут все и один раз воплотился, а потом все это дело свернул и ушел. Обычно нет. То есть это прям цикл, это, грубо говоря, определенный контракт, который ты заключаешь с этой планетой, с этой площадкой для игры, да, и играешь здесь. Ты можешь выйти раньше можешь. Но все-таки дух, опять же, высшее я — это очень высокий уровень. Если уж ты выбрала здесь, то ты здесь. Просто видишь, в чем дело? С позиций более низких это может казаться, как будто бы это тюрьма. Но с позиций более высоких, когда ты доберешься до директора компании, который и принимал решение сюда свой офис перенести, это уже будет именно его решение. А для позиции рядовых работников этой компании это может выглядеть как тюрьма. Вот примерно так. Согласна с тобой. Интересная, конечно, тема это, потому что я вижу вот что... Проверь на 4 месяце, когда мы перейдем на 4 месяц. И вот все ребята, на самом деле, в том числе и из моих ребят, да, не воспринимайте все, что я говорю, как истину в последней инстанции. Всегда заходите на высшее я и проверяйте самостоятельно. Да, вот как мы с тобой говорили тоже там про профессии, про уже сегодня про государство, что я тоже так наблюдаю в последнее время все больше, насколько мы разные сюда приходим. Да. То есть, что у кого-то действительно вот такие задачи, да, вот все-таки, когда мы говорим про истинные задачи, не те, которые нам навешаны непонятно кем, а то, что для чего мы сюда действительно пришли, там, про предназначение мы с тобой уже говорили в предыдущих выпусках, про просто какие-то цели на жизнь, даже когда мы смотрим с позиции высшего я, они у всех разные. И вот это вот разное, оно у людей прям на разных слоях. То есть я условно о чем хочу сказать, что кто-то даже к эзотерике пока что еще, он такой, да какая-то хрень, что вот это мне тут уберите, шарлатаны там, да, то есть, но это абсолютно не значит, что человек занимается какой-то фигней. Это значит, что он абсолютно прекрасно и органично проходит свой путь, свою игру на своем сервере, грубо говоря. Да. Такие же там есть там начинающие эзотерики, которые там только что-то услышали, что-то вот как-то интересуются. Формальный сервер общий на планете Земля. Да. Я имею в виду, какие мы абсолютно разные здесь по даже истинным желаниям духа. Что кому-то действительно желание духа еще развиваться вот в той истории, где там Вася с бутылкой пива, но я очень образно сейчас, даже если это не его предназначение, но он все равно где-то вот там должен вариться. Хочет вариться. А кто-то уже вообще собирается свернуть весь свой сервер, условно. Весь свой сервер, да, такое тоже может быть. Вот очень у всех разные цели на игру. Разный возраст души. Это вот такая вот отдельная тема. Это мне очень интересно стало. Это отдельная тема, потому что вот сейчас я прям вижу, да, в комментариях, какой возраст у души. Душа же, она же бессмертная. У духа, да, в данном случае, у духа. Опять же, она бессмертная, это правда, но в иллюзии пространства и времени, когда есть прошлое, есть будущее, есть прошлая жизнь, есть будущая жизнь, а когда уже есть прошлое и будущее, то у кого-то этих жизней в прошлом было меньше, а у кого-то было больше. Вот и возникает иллюзия возраста. Если заходить на более высокие слои, где уже нет ни прошлого, ни будущего, там уже, естественно, ничего этого не будет. Можно вообще зайти на те слои, где и души-то уже нет. То есть, где мы все одна душа, и вообще все одно, то есть все происходит единомоментно, и как бы это все хорошо, но мы-то здесь. И вот именно здесь формально есть возраст. И из-за этого в разном возрасте разные цели и задачи на воплощение. Условно, у более молодого духа, да, у которого еще он не наработал множество жизней, у него там что-то свое, у кого-то, у более опытного там что-то свое. И прочее. А как вот ты относишься к теории, что мы тут все, вот искал, мы условно загрузились, сюда, к теории того, что мы здесь какие-то звездные души, знаешь, там вот это там плеядианцы, сирианцы, кого там только нет, и что есть условно люди, человеки, кто на Земле рожден, а есть звездные души, кто как-то иначе сюда забрался, как ты думаешь? Вполне. То есть, смотри, звездные души — это кто такие? Это души, которые раньше, их сервер был развернут не здесь. То есть, опять же, например, запустили они свой цикл на множество тысяч жизней, запустили, например, его там где-нибудь на Сириусе. И жили там кучу жизней, жили там, все прошли уже и изведали все, и поняли, нужно нам сменить обстановку. Переехать с Бали куда-нибудь в Таиланд. Вот. Отличная идея.
И, соответственно, они оттуда уходят и переходят вот сюда. Их видно, кстати. Их видно, особенно, когда они вот только что пришли. Их прям видно, потому что они как бы немножко странненькие. Немножко странненькие, да. Чуть-чуть. Немножко как будто немножко инопланетные ребята. Не от мира сего, Не от мира сего, да. Ну, как говорится, обживутся. Это вот те, кто только-только прибыл, правильно я понимаю? Кто прибыл, да. Обживутся жизни через 100. То есть они есть, грубо говоря. Можно ли сказать, что мы... Вот ты говоришь, кто долго был там, да, и там все свои, условно, дела завершил и переехал, да, сюда. Да. А можно ли сказать, что мы параллельно, наша душа, как бы параллельно, да, если мы выходим вот с этой истории временной, ведь, и берем уже тот слой, где времени нет, что мы одновременно на том сервисе, на этом сервисе, на каких-то еще этапах? Ну да, если мы смотрим с позиции, где нету пространства и времени, все происходит в единый момент. Это правда. Мы и там, и там, и там, и там. И по-хорошему мы вообще везде. Да, потому что на самом деле есть же еще всякие параллельные ветки, есть моменты выбора, ты выбрал сюда, будущее, потом конечно, и будущее, и прошлое, и по сути ты одновременно везде. И как раз-то вот оно и рождается, вот это вот ощущение, что все есть одно есть все, потому что ты везде. Ты везде, ты и тут, Хорошо, и тут, и там. А как тогда, тем более вот интересный вопрос, если мы считаем, что мы везде, например, возьмем вот этих вот я и на Сириусе, и там с Плеяды, да. и еще миллиард вот этих вот каких-то там планет, созвездий и того, чего я еще не знаю. И вот я здесь. Почему кто-то говорит, очень условно, вот ты там с Сириуса? Ну, им это нравится. Поиграть в такую игру, расценить, кто с Сириуса, кто... Ну, то есть это некорректно так говорить, правильно? Ну, опять же, смотри. Это знаешь как? Корректно ли вот говорить о возрасте духа? Все зависит от того уровня, с которого мы это все произносим. Если мы говорим вот отсюда, то здесь есть действительно возраст духа. Это будет видно, прям есть практика, как увидеть это. Очень сложная практика, но тем не менее, да, то есть и это будет видно по поведению человека. Он будет вести себя абсолютно по-разному. Иллюзия ли это? Да нет. Вот именно в этой мерности это есть. В других мерностях этого уже нету. В тех мерностях, где нету пространства, где нету времени. Это, знаешь, был эксперимент с самолетом, со взрывом самолета. Хороший эксперимент. Он мыслительный эксперимент. Исключительно. Да? То есть вот если представить, что летит самолет, и одновременно взрываются две бомбы в нем спереди и сзади. Для тех, кто в самолете, взрыв будет одновременный, а для тех, кто внизу стоит, он увидит, что вначале взрывается одна бомба, а потом будет потом только вторая. Про это любят рассказывать эти физики на уроках занимательной физики, где мы там на первом курсе университета. Что из этого более правда? Ну, для одного одна правда, для другого другая правда. Все зависит, опять же, от того уровня, с которого мы смотрим. Это как картинка, знаешь, с вот этим цилиндром, который одновременно и круг, и прямоугольник. Да, именно, да. Это же самое и тут. Можно ли, корректно ли говорить о том, что человек с Сириуса? Если мы говорим здесь, на этой планете, ну, то корректно. А если мы говорим с уровня, где нету ни прошлого, ни будущего, то некорректно. Поэтому все зависит, опять же, от перспективы. Хорошо, вот если даже мы смотрим с позиции, условно, этой планеты на человека, да, пытаясь определить зачем-то, откуда он, почему в нем наиболее сейчас проявлены истории Сириуса, а не там Плеяд или кого-то еще, хотя он тоже и там, и везде? Ну, обычно самая сильная энергия, которая видна в человеке, это его последние там 10, 20, 30 жизней. Ну, то есть, скорее всего, значит, последней жизни он жил на Сириусе, либо это самые яркие были жизни. Вот как-то так. Что ты знаешь вообще об этих цивилизациях? Вот если о каких ты знаешь? Слушай, я скажу честно, я не очень копал в эту тему. Они есть, это прям на 1000% они есть. Оттуда приходят сюда души. Ты не знаешь, с какой ты цивилизации, никогда не спрашивал? Слушай, последние очень много жизней я жил здесь. Поэтому я уже отсюда. Но до этого были другие цивилизации, я их плохо помню. Я вообще плохо помню своей прошлой жизни. Я помню там жизни 10, может быть. Вообще для современных эзотериков, которые вспоминают каждую новую жизнь, каждый день сегодня я вспомнил еще новую жизнь, а завтра я там еще 10 новых жизней. У меня их мало, я мало помню, но я не копался в них. Я не копался в своих прошлых жизнях, я специально не исследовал эту тему. И моя коллега по блогу, кстати говоря, у нее прям вот эти вот темы прошлой жизни, это ее прям вообще, ее конек. И
Я помню, что у меня было много жизни здесь, на этой планете. Часть из них помню. Часть из них, кстати, была на ветках, которые уже свернули. То есть нет Да, уже я больше помню, этих ты веток. говорил. Да. Вот. И помню, что до этого был большой еще цикл на нескольких других планетах. Как эти планеты выглядели, что там было. Я помню, что они просто другие. Все. Это все, что я могу Это не сейчас могла сказать. быть та же самая наша Земля, только Нет, другая ветка? это прям вот другая совершенно Мгм. планета. То есть там прям ощущается совершенно другая. Вот. Могу ли я сказать, что я вот с той планеты? Ну, я могу сказать, что я там был. То есть ты видишь, мы опять упираемся в термины. Ну, то есть вот, к примеру, вот ты там родилась в одном городе, да? Можешь ли ты сказать, что ты вот из этого города? Ну, формально, ну, как бы, ну, твое место рождения там, ну да. Но потом ты была еще вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. К примеру, там вот до приезда на Пали ты жила там в этой, например, там в этой стране или в этой стране. Можно ли сказать, что ты из этой страны? Ну, как бы, ну, можно, наверное. Ну, то есть, на мой взгляд, в этой теме в целом довольно мало смысла. Вот, да, как раз про это и хочу продолжить, что как ты относишься к тому, что очень много якобы вещаний от каких-то других цивилизаций, что вот нам другие цивилизации что-то передают, какие-то послания там и так далее. Опять же, такие, что вот эти звездные души, которые приходят, что это души с особыми миссиями, которым нужно что-то великое здесь сделать и так далее. В общем, смотри, по поводу, вот если мы говорим про всяких контактеров, ченнелеров и прочее... Книги целые написаны по этим историям. Проблема просто вот в чем. Например, одна книжка от Архангела Михаила и вторая книжка от Архангела Михаила. И каждая книжка говорит диаметрально противоположные Мой любимый Архангел вещи. Михаил. Про ангелов и архангелов у нас отдельный выпуск, дорогие, обязательно посмотрите. Диаметрально противоположные вещи, на одни и те же темы. И то есть это очень странно. Либо это вот, как я говорил, коллективный аккаунт Архангела Михаила, да, где просто каждый... Так, не спойлери, пускай идут смотреть видео. Смотрят, хорошо. Ну, либо все-таки как бы тема на самом деле довольно мутная. Я просто видел, понимаешь как? Опять же, вот как я могу с позиции высшего я ответить на вопрос на этот? Есть ли иные цивилизации? Есть. На 1000% я их прямо чувствую и вижу в высшем я, да? Вот такие же, какие они описываются, тут уже текст нужно брать. Вот я текст, например, беру, я читаю, захожу на высшее я, ну, там местами прям ну, чистый ум. Опять же, не хочу как-то очернять ченнелеров, но там прям, ну, чистый ум. Даже я бы сказал бы так, ум такой... С блоками. Немножечко, да даже не с блоками. Я бы сказал бы с определенными отклонениями уже близкими к шизофрении. Вот, и... Это прям видно, то есть это видно, что это не очень здоровый ум. То есть бывает ум вот здоровый, то есть, например, там, фантаст, он пишет фантастику. А бывает вот именно нездоровый ум, что это как бы не совсем уже фантастика. Это же такая фантастика с таким подвывертом. Я думаю, ты сама это чувствуешь, что если вот человек что-то там пишет в комментариях, какую-нибудь там историю, там прям видно, там прям чувствуется, что если это вот как бы уже совсем, да, что-то отклонение психическое. Вот такого там много. И на ребят ченнелеров я тоже на многих смотрел, и, опять же, я по именам их не помню, то есть чтобы сейчас, да, если кто-то спросит, я не вспомню. Но многие, кого я видел, у них что-то с психикой не очень. Ну, это как у большинства, наверное, вообще, кто увлекается эзотерикой да. и не работает с психотерапевтом. С психотерапевтом, да. Да. Но вот знаешь, то, что я брала в руки, как-то это называлось, то ли «Послание Плеяд», то ли что-то такое. Я слушала аудиокнигу, что я там помню. Там такие, знаешь, очень добрые, очень светлые истины. То есть немножко с вуалью будущего. Что-то будущего, типа... да. Блин, очень сложно, конечно, это пересказать, но Ну да, суть они в том, любят что... возлюбленные мои, и дальше понеслось. Вот нет, кстати, не обязательно, нет. Тексты довольно адекватные, да, но, по крайней мере, может быть, такая озвучка была, но никаких прям вот, ну, шизофрении конкретной там я не наблюдала. Но посыл такой, что работайте над собой, вы будете замечать там то-то, на Земле, что люди будут, например, становиться такими, или люди будут уходить там вот в это, но вы там себя держите, как-то работайте над собой, делайте там то-то, улучшайте себя, становитесь добрее, более там принимающими. И просто вот это вот, вот эта суть развернута на очень, гигантские предложения, главы, тексты и так далее. То есть со всех сторон, и на самом деле очень красиво, очень так грамотно. Да. Ну, как бы по факту это просто руководство работать над собой. Единственное, что туда вплетались какие-то истории, что там мы будем вас посещать, возможно. Что-то типа такого. Слушай, смотри, будем передавать послание. В сущности есть.
Сущность есть, инопланетные цивилизации есть. То, что они выходят на контакт с некоторыми ченнелерами, на 1000% так. Но просто, как бы, опять же, да, вот именно те, кто выходят, это именно те, кто именно выходят, или это какие-то другие сущности раз. Насколько ченнелер адекватен для того, чтобы это все воспринять и ничего не добавить от себя два. То есть сам ченнелинг, как вот именно метод, это крутой метод, он работает. И то он на самом деле стал ведь появляться в начале 20 века. Первый ченнелинг, это у нас спиритисты, вот эти, ну, как бы вот такой первый ченнелинг в массах, я имею в виду. Это спиритизм, всякие вот там Алан Кардек, книга духов и прочее. Потом уже началась вот эта вот волна, по-моему, Джейн Робертс, книга Сета, что-то в этом духе. И потом уже начался Крайон, и вот все вот остальные. То есть это выглядело как будто бы на планете, вот в плане частоты повысились, мы про это много раз говорили, и как бы из того мира вообще появилась возможность хоть что-то передавать. Да, потому что вначале это прям еле-еле было, а потом как будто краник открыли больше, а сейчас вообще прям на полную катушку у нас каждый второй эзотерик может что-то принять. Вот, и вот это с одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, когда это вот настолько массово, это вот как на большом рынке, да, то есть ты там не знаешь, кто там рядом с тобой ходит. То есть это может быть и что-то очень хорошее, и очень ценное, и очень редкое, может быть и всякие мошенники. Ну, вот но опять же таки, как определить? По-хорошему через высшее я. То есть я всегда говорю так, вот если ко мне приходят и спрашивают, ченнелинг, что с ним делать? Я вот типа хочу заниматься ченнелингом, я говорю, хочешь заниматься ченнелингом и на 100% быть уверенным, освой высшее я, а потом через высшее я делай ченнелинг. То есть так тоже возможно? Да. Именно ченнелинг кого-то определенного, но через высшее я, да. То есть ты как бы задаешь какой-то запрос, а могу ли я связаться с тобой? Ты настраиваешься на эту душу, опять же, через высшее я. Как мы уже сегодня говорили, что настроиться на душу не так-то и легко, но, опять же, если освоить это хоть как-то, то можно настроиться на душу и устроить вот именно как бы ченнелинг с этой душой через высшее я, да. Ну, а если человек не знает, что там за душа, вот он условно хочет связаться с этими плеядианцами или там сирианцами, как ему это сделать? Через высшее я или через высшее, через конечно. высшее я? Ну, смотри, ты настраиваешься на идею сирианцев. Во-первых, ты сразу же увидишь, что под ними находится. Эгрегор это, либо это не эгрегор, либо это действительно прям там есть сирианцы. Либо же те сирианцы, которые сейчас сюда приходят, это не сирианцы, а настоящие сирианцы никогда на контакты и не выходили. То есть там разные вариации могут быть. Я не знаю, я ни разу не просматривал. И дальше уже настраиваешься как бы через них вот туда, там уж с кем, кто выйдет. Но хотя бы ты будешь на 100% знать, что это кто-то из сирианцев вышел, потому что ты настроился на них. И точно так же получается то, что уже есть там в интернете. Можно на каждого настроиться ченнелера или какую-то книгу, и понять, уже написанную. И понять, что там под ним, да. Таких было много, кстати говоря, историй всяких ченнелеров, которые, и не только ченнелеров, в целом эзотериков. Ты же все равно через высшее я, ты их чувствуешь, что они несут. Ну и как бы ты заранее начинаешь понимать, что как бы вот этот, ну там что-то не очень. А тут как бы вроде хорошо. Ну как-то так. Вот у нас на следующем месяце, на 4-м, да, месяце мы уже сможем на такие вопросы отвечать в твоей школе? На 5-м. 4-й это простые ответы на вопросы, а 5-й это сложно. Простые это на какие, например? Бытовые. Это вот самые простые, самые бытовые. Ну, то есть там вот купить дом или не купить. Там, слушай, ну у кого-то это решение всей жизни на данный момент. Да. Поэтому, ну, это все равно, это более простые как бы все. Ну, условно, да, нет, да, такое. Вот условно, стоит, не да, стоит. Нет, но это в первых лекциях. Да, нет, стоит, не стоит. А потом без вариантов ответа. Потом так, с заранее заготовленными вариантами ответа, а потом без вариантов ответа уже полностью как такой свободная беседа. Вот, это будет интересно. Потом вот расскажешь ребятам, если будем что-то снимать. Уже жду скоро. На самом деле, я тебе говорю, вот уже даже на протяжении этих 3 месяцев, чисто по твоей методике, не беря в пример другие мои, которыми я делаю, да, именно по твоей методике у меня уже получается кое-какие ответы себе выдавать. Причем, на чем я начала себя ловить, это вообще просто потрясающе, что это всегда ровно противоположно тому, что думает мой ум. Да. Это вообще, это такой смех, когда я от ума такая, так, причем, ну, я же хорошего вроде как себе желаю, да, и я анализирую там все, думаю, так, ну вот это точно лучший вариант из всех имеющихся,
потом смотрю это по твоей методике, и это просто худший из всех. Ну, то есть я такая думаю, да как это вообще происходит? Совпадает все? Какие-то, знаешь, краткосрочные совпадают 100%, Мгм. а какие-то долгосрочные еще пока не Ну, могу ты еще сказать, потому что не то, что я проверила, да. выбрала, да, еще есть определенные. Да-да. Но какие-то, знаешь, типа заехать в эту виллу или заехать в Ну да, эту хотя бы, да. совпадает, конечно. Совпадает, Да. отлично. На курсе, видишь, да, я всегда ребятам говорю, что, во-первых, там же есть определенные критерии захода на высшее я. Что это вот 100% высшее я, что это там не сущности тебе говорят, я прям знаю это в комментариях, а самый такой распространенный. А вдруг это мне сущность говорит? Но ты видела на курсе, там, там очень четкая структура, которая отсекает вообще любые возможные сущности или еще что-то. Мне, кстати, знаешь, какой вопрос приходил еще давно, когда мы только с тобой, по-моему, сняли первое интервью. Обязательно посмотрите, здесь будет где-нибудь в обложке. Да. Мне приходил вопрос в директ по поводу того, что не хочу идти к Даниле учиться. Он же тоже наверняка к какому-то эгрегору типа подключает. Ну, не то, что подключает, а его школа... Да-да-да. Его школа — это же эгрегор типа тоже. Да, тоже, да. Вот, прокомментируй, пожалуйста. Когда ко мне приходят, ко мне часто приходят и говорят там из серии, какие посвящения вы делаете в вашей школе? Угу. Я говорю, что я никаких не делаю посвящений. Более того, если они у вас есть, придется на момент обучения с ними рассветиться в обратную сторону. Потому что путь максимального и тотального разотождествления со всем. И некоторые говорят, что там, а вдруг ко мне сущность какая-то прицепится. Она все равно, она будет восприниматься как определенная наведенная программа, определенное состояние. Да, определенный слой. Определенный слой. Ты просто с ним разотождествишься, и все. До базовой энергии, благостной, гармоничной, высокой по вибрации, раскрывающейся естественным образом в процессе разотождествления. Именно базовой энергии. На самом деле этот путь, я его в свое время-то понял, и я никогда не было никаких ни посвящений, ни школ, ни учителей. Я просто в свое время, я четко понял, что да, это вот мой путь, я по нему иду, и все. Так ко мне стали ребята приходить в группах и говорить, ты слушай, у тебя вот это вот из Дзогчена, прям вообще один в один. Я говорю, как интересно. Угу. Вот это у тебя там из аюрведы там чуть-чуть, что-то. Такие слова называют сложные. То есть для меня вот именно я здесь как практик. Я в этом плане я не очень по теории, но сама вот эта вот идея, да, что по сути вот эти техники, техника полного и тотального разотождествления, она используется в разных школах. В разных школах именно в древних. В буддизме, в дзен-буддизме особенно. В дзен-буддизме очень любят эту тему. Вот в дзогчене любят эту тему. Где-то там еще в каких-то направлениях йоги любят. И прям вот один в один, что я говорю. Я клянусь, я вообще никогда в жизни... Я слово «дзогчен»-то запомнил от них. Я ни одной книжки не читал по этой теме. Вот, и это очень здорово. То есть для меня я потом стал уже думать, а почему так? Я увидел, на самом деле, ряд прошлых жизней, не знаю, рассказывал где-то или не рассказывал, именно когда я был учителем там, в Индии, в Китае и так далее. То есть как бы у меня вот эта учительская такая вот ветка, она на самом деле, она же тянется довольно давно. И даже в этой жизни, я же по сути, я вот профессиональный эзотерик. Я нигде никогда не работал. То есть я не продавал телевизоры в М-видео, я там ничего не делал. Я как вот начал заниматься эзотерикой там лет в 10. Да, по книжкам родителей чуть-чуть. Анастасия, «Звенящие кедры» мои любимые, значит, был Кастанеда, был Мулдашев был, какие-то книжки по медитации, но тоже так вот довольно мало на самом деле. И вот как в 21 год я основал свою школу, и все. Но вот с тех пор я только этим делом и занимаюсь. Поэтому это откуда-то идет. То есть на самом деле, если бы у меня бы не было вот этой наработки в прошлых жизнях, там вот в том же Китае, в Индии, я прям помню, в Индии я очень много лет что-то там прям учительствовал, и прям учеников было много. Я так вспышками видел эту жизнь. Это было уже прям много лет назад. Ну, то есть ты не высшему я обучал, да, а чему-то вот, какой-то традиции. Да, какой-то традиции, какой я сейчас не вспомню, но это была какая-то вот именно все равно медитативная история, то есть не обрядовая. Обрядовые мне никогда не нравились, я никогда не видел именно обрядовое что-то такое. Потому что что? Потому что с ними надо разотождествляться. Потому что с ними нужно разотождествляться, да. Ко мне даже, по-моему, приходила одна ученица и говорила, что я тебя вспомнила в Индии. Тоже она мне говорила. И она даже на меня какие-то там направления называли, но опять же, я не запоминаю, что там было. Может, вспомнишь еще. Ну, что-то, да. Давай вернемся к цивилизациям. Такой момент. Вот они, ты говоришь, существуют, это мы все уже закрепили. Да? Здесь тоже есть воплощенные с других цивилизаций. Как-то эти цивилизации на том уровне, не на Земле, общаются между собой?
планетами, или как-то, вот знаешь, что говорит, там войны тоже какие-то до сих пор ведутся межгалактические. Вот это все, это что, тоже байки, сказки, или это действительно есть? Нет, есть, потому что, опять же, ожидая, не вдаваясь в тему высшего Я, Бог, он бесконечен в своих выражениях. И поэтому однозначно где-то и войны ведутся, где-то и общаются друг с дружкой. То есть если мы говорим в целом во Вселенной, то вот насколько я ее чувствовал, Вселенную, она настолько многогранная, настолько безграничная какая-то. И там и такое есть, и такое есть, и такое. Там есть все, что мы можем представить, и даже то, что мы себе еще не можем представить. Поэтому, безусловно, ряд цивилизаций общаются друг с дружкой, ряд не общаются. Вот мы с кем-то, правда, общаемся или нет? Если вот мы берем так глобально, как планета с другой планетой. Глобально нет. Нет. Глобально нет. А вот такие местечковые контакты с отдельными ченнелерами через астральный и ментальный план, да. Какие-то местечковые контакты с какими-то отдельными правительствами отдельных, там, условно, тех же серых и прочее, да. Но вот прям вот глобально, что прям вот там, не знаю, там вот Америка дружит, значит, с вот этой цивилизацией, это прям вот там каждый Новый год, там каждый 23 февраля приезжают, значит, целые посольства инопланетян в Москву, там, Путину. Нет, такого нет. Будем. Будем. Причем это вот мы просматривали прям очень глубоко. И будем, но не так скоро, как многие ждут. Вот все сейчас ждут, что вот там, да, стали в Голливуде раскручивать тему, значит, этих инопланетян, значит, готовят к пришествию. Не готовят. Ну, то есть даже не ближайшие 10 лет? Нет. Даже не 20? Даже не 20, даже не 50. Я полагаю, вот 22 век и вот там вот куда-нибудь вот туда. То есть на наш век я не вижу инопланетян. Мне бы очень хотелось. Мне бы очень хотелось, но я не вижу. Хорошо. У нас в предыдущих видео в комментариях я видела, очень многие люди писали про предыдущие цивилизации на этой планете, то есть это Гиперборея, Атлантида и так далее, да, Лемурия, вот эта вся история. Расскажи что-то об этом, что вот обычно не знают. Обычно не знают, да. Просто очень много ты знаешь. Я не изучала это, но я уверена, что наверняка куча теорий заговоров, да, про всю эту историю. Конечно. Вот много информации. Есть ли что-то такое, что тебе известно, но что не выносилось обычно? Да. Их было много. Цивилизации ты имеешь в виду? Атлантид, Лемурии, их было много. Это уже тема веток реальности. Это прям вообще такая забористая эзотерика. Но их можно увидеть, эти ветки реальности. Прям в школе есть отдельные направления, просмотр веток реальности. И у тебя отличные результаты. Самое главное, совпадающие друг с дружкой. То есть это не просто там что-то туманно фантазировал. Тема веток реальности говорит о том, что вот, грубо говоря, вот сейчас идет определенная ветка, а потом происходит как бы раздвоение ее на две ветки в каком-то ключевом событии. И на самом деле вот это двоение, троение, учетверение, оно до сих пор продолжается. То есть ты имеешь в виду, что есть условно какая-то Атлантида, которая Атлантида не 1, потонула. Атлантида 2, Атлантида 3, Атлантида 4, иногда даже их так вот циферкой подписывают. А какое количество? Большое. Большое. То есть там нужно прям копать и рассматривать, но их много. И что там с ними происходило? У всех разная история. И вот та Атлантида, которая как бы дала продолжение нашей цивилизации, она была не очень высокая по вибрациям. Это прям на 1000% так. Ну, они там прям устроили определенную войну, и уцелевшие как раз вот, видимо, в пещерах и сидят. Но это именно та Атлантида, которая вот на этой ветке есть. Но есть еще множество, огромное множество других Атлантид, которые вот тоже там... Они все на том или ином этапе свернулись. Вот на сегодняшний день на планете Земля, во всех параллельных ветках планеты Земля Атлантиды нету. Это прям вот на 1000%. Хорошо, ну так же, как и всех остальных, правильно? Гиперборея. Нет, вот да. То есть все вот эти цивилизации они все уже не свернулись существуют. с разным концом. Кто-то более жестким, кто-то менее жестким, кто-то просто так на угасание сошло и все. А вот как это происходило? Сошло на угасание и появились люди? Вот это мне непонятно. Опять же, все зависит от той ветки, о которой мы говорим. Ну, приведи какие-нибудь примеры, как это было. Смотри, на самом деле, как вот мы это видим вместе с клубом и с коллегами с моими, которые исследуют эту тему, ветки реальности. Это как большое инженерное сооружение. И в целом вся наша Земля — это большой инженерный проект. И в нем есть куча разных инженеров, высоких душ, которые те самые архитекторы, которые это все дело устраивают. Вот, к примеру, на каком-то этапе Атлантид
было уже четко видно, что было принято решение сверху, вышестоящими инстанциями, сворачивать тему Атлантиды и запускать как бы вот новые правила игры. Более материальную жизнь, менее магическую, чтобы там не было никакой экстрасенсорики, чтобы там не было ничего вот такого вот, как там было. Более земное, более плотное, более физическое. Иногда еще в эзотерике этот период называют как бы великое падение энергии, что вот оно было прям на высокой частоте, а потом и обвалилось вниз. Его специально обвалили. Вот. А как уж это они делали, на каждой ветке по-своему. На некоторых история произошла вот так, что этих атлантов предупредили, что как бы все, веточку мы сворачиваем, поэтому ребята... с ними прям вышли на связь. Да, с ними прям кураторы вышли на связь, но это на высоких уровнях. На высоких уровнях так. И дальше те атланты, которые захотели продолжать воплощаться здесь, они воплотились здесь. А те, которые не захотели продолжать, они просто ушли как бы вот туда. Кстати, из Атлантиды многие воплощены сейчас здесь, тех, кто жили в Атлантиде. Серьезно? Да, много. Прям, их прям видно, у них атлантический код. Это вот как вот код сирианцев, код плеядинцев, у них прям атлантический код. Он прям ощущается очень хорошо. Интересно, а у этих людей есть какие-то особенности? Он просто есть атлантический код в поле, он прям чувствуется, что типа вот они воплощались здесь. Ну, как бы, если визуально у них некая такая вот на идею Атлантиды, особенно высоких реальностей. То есть, что это было за общество? Это было общество, климат был теплый, вода была везде, много было воды. Города были очень красивые. Очень красивые. Духовности было много, этичности было много, каких-то вот таких вот высоких идеалов много, немножко наивности было тоже много. Это какая из веток, после которой достаточно высокая. Не после которой мы? Нет, ее как раз так мягко свернули. Вот с этой ветки много сейчас здесь. Как это понять? А вот если вот я сейчас вот это вот говорил, и есть как будто отклик внутри, что что-то такое вот давно-давно где-то как будто бы я жил в каком-то таком вот обществе, каком-то более этичном, каком-то вот таком красивом, причем они все были красивы, они жили долго. Вот если отклик есть, значит, какие-то были там жизни. Слушай, вот то, что ты описываешь, такие общие довольно термины, да, что более этичное, там, красивое, зеленое, возможно, да. Кто-то скажет, ой, это мои плеядианцы, а кто-то скажет, ой, это мои, там, не знаю, нихальцы, сирианцы. Но это именно здесь. Это именно на этой планете. При этом всем это не другая планета, а это именно чисто земной код. То есть вот на вот этой вот самой Земле. То есть, получается, даже души, воплощенные сейчас, были воплощены или воплощены параллельно, что также можно сказать, не только на этой ветке Земли, да, и на других в том числе. И на других, на параллельных ветках Земли тоже, И можно вот так вот душой перепрыгивать, получается, не только по времени, но еще и по веткам реальности. Ну, если мы смотрим на это из того пространства, где нет времени и пространства, то да. А если мы все-таки отсюда пытаемся как-то смотреть, то там была последовательность. Ну, то есть ты как бы жил в Атлантиде, жил, а потом закончил и продолжил на Земле. Но ты же говоришь, что он жил в другой ветке, не по той, по которой наша Земля сейчас идет. Ты просто перешел, да? Ну да, я понял. То есть он с одной ветки, он пошел не на свою землю, на соседнюю, на соседнюю вообще, интересно. Потому что ту ветку просто свернули и все. То есть иногда ветки прям сворачивают. Некоторые ветки, они вот так идут и прям и все. Это как в «Докторе Стрэнджи», когда отдельные миры, которые все просто не закончились, то есть там остались просто условно осколки чего-то и все. Свернули ветку. Опять же, это сложное архитектурное сооружение. Весь астральный ментальный план планеты Земля. То есть ветку взяли и свернули. У нас прямо в блоге на эту тему очень много текстов. И все это очень легко просмотреть через высшее я, правильно? Не прям уж очень легко. Не очень легко. Это уже серьезные темы, но да, это можно. Я смотрю то, что твои вот из клуба ребята пишут, там прям такие исследования они делают, очень глубокие, глубокие, да. Вот, поэтому, ребята, кто хочет присоединиться, да, к клубу. В клубе, кстати, в следующем году будет 1000 человек. Ну да, вместе с нашей группой же, получается, вместе с нашим потоком еще. Да, будет 1000 человек примерно. И, опять же, не все вступают в клуб, это именно кто вот вступает. Из 1000 человек 70-80% это прям сильные практики. То есть ты представляешь, 700-800 практиков. У меня уже мой коллега, один там как бы из там разных этих специальных служб работает, он уже так заинтересовался клубом, да, так что, возможно, скоро будем заказы принимать. Я шучу.
Да, дорогие, на школу Данилы будут ссылки в описании. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Ты говоришь, что вот эти цивилизации, как бы там ни было, которые были до нас на Земле, они более развитые, правильно, да? Вот Атлантида, Гиперборея. Да, в какой-то У степени, них были какие-то способности, которые сейчас называются экстраординарными, да? Да. И все-таки они были ближе к высшему я, ближе к Богу, к духу. Я бы не говорил, что они прям ближе к высшему я были. Не все они. Не все, По крайней мере, вот определенные ветки Атлантиды скорее были ближе, ну просто они лучше чувствовали эфирный, астральный, ментальный план. Но это уже что-то. Слушай, сейчас некоторые люди скажут, что это... Ну да, но это не о духовности, вот в чем суть. Дело в том, что ты, например, ты можешь быть очень крутым экстрасенсом, очень крутым магом, ты можешь там, не знаю, левитировать, что-то еще там делать, ты можешь там телепортироваться вообще в прошлое, в будущее, ходить по воде условно, да, там. При этом именно с духовностью связь с высшим я, оно не связано. Ну, вот. Не обязательно. То есть, может быть, связано, может быть, связано, а может быть, не связано, да. Я это вот к чему спрашиваю? У нас тоже там было еще по поводу тебя, среди моих там подписчиков моего блога тоже много вопросов, таких споров даже, я бы сказала. Даже спорят обо мне уже? Даже, конечно. Мы сделали тебя популярным. Вопрос в чем? Что сейчас, как нам известно, у нас идет Кали-юга, да, такой отрезок, который можно тоже назвать неким упадком и вообще завершением цикла вот из 4 вот этих там юг, 4 циклов, которые идут в сотни тысяч лет. Слава Кали-юги в том, что она идет вот именно все больше на угасание, на больше угасание. Грубо говоря, такая деградация некая. И даже если смотреть на какие-то известные нам сведения о предыдущих цивилизациях, все-таки эта деградация, она видна. Деградация больше в духовном плане, в моральных каких-то этических ценностях, вот в этом всем. Будут ли следующие наши поколения все больше деградировать? Или вот ты говоришь часто про какой-то золотой век, да даже наоборот, который скоро нас ждет. Вот как совместить вот эти понятия, что мы вроде как в отрезке 400 тысяч лет, да, которая там Кали-юга, идем на конкретный вообще трэш и угасание и завершение цикла вообще, который чуть ли там не с потопами, всем вот этим уничтожением практически глобальным завершаем, да, вообще эту ветку реальности и выходим на новый виток вот этих циклов с тем, что вот будет золотой век, все разовьются, будет все классно. Смотри, опять же таки, мне повезло в том плане, что я никогда не был в какой-то школе, там, в индуизме, в этой жизни, да, в индуизме, там, в буддизме или еще где-то. Поэтому, когда ко мне приходят и говорят там, ты слушай, а вот мы живем в Кали-юге, я всегда проверяю. Все, что мне говорят, я всегда, то есть я никогда не беру на веру то, что мне рассказывают. Есть высшее я, можно сверить. Кали-юга – это термин. Это термин, который придумали в какой-то школе какие-то люди, а потом это все растиражировали, потому что это же, как сказать, да, это же прям люди любят, чтобы было более как-то более трэшово. Вот. И я, когда захожу на высшее я не могу сказать, что вот сейчас идет какой-то цикл. Я знаю, там сейчас, скорее всего, фанаты Кали-юги будут сильно против. Хотя я не уверен вообще, что нужно быть фанатом такой истории. Вот. И я не вижу, что вот сейчас прям вот 400 тысяч лет какой-то там ужасный трэш. Оно волнами идет. То есть оно то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Но вот на сегодняшний день со средних веков началось прям резко вверх. Опять же, я не беру на веру ни тех, кто говорят про Кали-югу на 400 тысяч лет, ни тех, кто говорит, что все вот это вот там волк уснул, и зима ушла, и там и весна теперь у нас. Вот. Я смотрю в высшем я. Что я вижу в высшем я? Я вижу, что вибрации идут вверх. Это то, что я вижу. Ну, на момент сейчас, правильно? На момент здесь и сейчас. В будущем вот мы делали просмотры долгосрочные, там типа на 500 лет вперед, на 1000 лет. Они еще выше стали. Ну, то есть... Вот. И вот смотри, в чем интересно. В парадигме Кали-юги, да, я с ней знакома, есть вот этот золотой век, который, по-моему, 10 тысяч лет будет идти. И то есть если смотреть на 500 и на 1000 лет вперед, то действительно там все выше и выше и выше должно быть. То есть это все лучше и лучше и лучше. И как раз-таки после вот этого золотого века, который там плюс-минус 10 тысяч лет, как раз-таки начинается опять спад, уже прям вот в капитальный спад. Нужно смотреть, тогда, получается, на сколько тысяч лет вперед смотреть? На 100 тысяч лет? Ну, например, да, 100, ну, типа 100 200. 100-200 тысяч лет вперед. Ребята, клуб у вас сегодня... А мы можем сейчас посмотреть? Ой. Давай посмотрим. Давай попробуем.
200 тысяч лет. Хм. Интересно, сейчас я перепроверю. Я думаю, все ждут шоу, но я боюсь, тут сейчас шоу не получится, потому что когда я захожу на 200 тысяч лет через высшее я, это высокий уровень захода на высшее я вижу вот такую вот стенку, да, и когда я обращаюсь в эту стенку, то есть тебя проломить или не надо, я вижу, что не надо. Ту-ту-ту. То есть ту-ту-ту, да. У меня мурашки прямо сейчас То по есть, всему телу. у меня есть правило. Если я на что-то захожу, я вижу, что не надо, причем вот здесь прям сильно не надо. То есть как будто бы даже не просто это стенка, а такая вот стенка такая, немножко вот как бы так вот на тебя так вот смотрит, она говорит, заходить не надо. И я туда не пойду. Ну, Не надо. Не надо. Не Я надо. просто представляю даже примерно, почему Не надо. тебя Да, то есть туда вот не пускают. стойкое ощущение, что, знаешь, вот для внутреннего, как говорится, круга, вот опять же, да, у нас там вот в школе есть внутренний круг. Вот для внутреннего круга, вот кто хочет, приходите в школу. Так, нет, ну я однозначно Да. у нас Для в внутреннего школе, в группе круга, для внутреннего докопаюсь. круга, вот если не на выдачу, к сожалению, с такими вот вещами, сейчас я просто выйду тут. Ага. Сейчас. Я просто все-таки спросил, почему не надо. Такое ощущение, что вот как бы, знаешь, как будто вот на широкие массы. Все равно вот есть информация на широкие массы, которая запускает вот условно там, посмотрит это видео, там, не знаю, там, сколько-то десятков тысяч человек. Надеемся, что сотен. Хотя с нынешним Ютубом, конечно, ребята, помогайте нам, делитесь этим видео. Друзья, сейчас на Ютубе очень сильно поменялись правила, поэтому каждый ваш лайк, каждый комментарий и, естественно, то, что вы делитесь этим видео, помогает мне продвигать этих мастеров, эти знания на большие массы, поэтому я вам буду очень за это благодарна. Все равно это души, это сотни тысяч душ, которые начнут паниковать. В эту сторону. Они даже не то, что паниковать, у них это отложится. И будут закладывать как... И будут закладывать, и даже не в этих жизнях. Они же все равно в следующих жизнях придут, следующие. Они все равно, они подсознательно где-то будут помнить, что что-то там будет. То есть это уже прям сильное моделирование. Причем, когда я захожу на высшее я все-таки глубоко стараюсь заходить, там я совсем убираю ум. И это тоже чувствуется. Человек все равно это подсознательно, если там кто-то несет определенный бред там от ума, да, то есть как бы, там очередной шизотерик. А здесь я просто чувствую, что если я выдам, то я прям выдам. И даже чувствительные люди по этим условно вот каналам, они могут даже пройти и тоже посмотреть. Из-за этого, к примеру, я когда в блог пишу, там, например, у меня был ряд тем, которые я прям хорошо помнил. Например, я вот тут недавно увидел, что в прошлом на этой планете, на вот этой ветке именно, на нашей ветке, жили прям великаны, огромные, большие. И я даже, это как бы определенная, что ли, ветка Атлантиды была, я мог ее описать, но я прям четко ощутил, что вот именно на широкие массы не надо, потому что если я это опишу, там как бы примесей будет, объективно немного, там будет довольно чистая информация, и по ней можно будет прям пройти, как по порталу вот туда. Это же самое и тут, здесь. То есть я прям вижу, что вот для внутреннего круга не под выдачу можно некоторые вещи выдавать, а некоторые нельзя. То есть я прям вот сейчас прям очень сильно это было. Это особенно интересно, потому что, вот из того, что я знаю, конечно, мы можем потом посмотреть в нашей группе, предложить лучше в закрытом, да. Нашим ребятам, да. Но вот я говорю, то, что я вижу, даже то, что я знаю, просто теоретическую информацию про вот эту Кали-югу и вот это угасание всех вот этих циклов, то там будут происходить страшные вещи. И, про такое я даже не буду сейчас называть, потому что это просто все равно, да, и распространять не хочется, и все равно это все, даже YouTube не позволяет сейчас это все говорить. Это логично, что тебе могут... лет... 200. Хорошо, на ближайшие 20-30 тысяч лет на нашей жизни хватит. Да. А дальше те, кто там останутся, это опять смена игры,
это опять смена парадигмы, да, и те души, которым это будет нужно, они тут останутся, а те, кому не нужно, они отсюда уйдут. Да. Потому что на самом деле я вот прям четко чувствую, что, я, кстати, нигде про это не говорил еще, но я четко чувствую, что мои жизни здесь, на этой планете, они потихонечку подходят к завершению. То есть я прям вот это чувствую. Я очень долго здесь просидел, и вместе с женой, с моей, мы тут оба, в общем, много раз такая же абсолютно, такое же чувствование. Вот, поэтому как бы если там что-то и будет, то это будет уже совсем другая игра, совсем для других душ, и мы к ней уже никакого отношения не будем иметь. Подозреваю, да, но это я не ожидала абсолютно от тебя такого ответа, но у меня прям, я говорю, подгружается, почему это. Мне прям очень интересно это проверить. Я абсолютно с нуля заходил. Да, потому что, я говорю, по моим ощущениям, это нельзя говорить по определенным историям, что это просто нельзя говорить. Это просто нельзя говорить, да. Создавать это... Потому что там не самое классное будет происходить все-таки. Это я так чувствую. Да. Посмотрим, обязательно посмотрим. Да. У меня какой был вопрос просто вот опять же таки к этой Кали-юге, да, все-таки. Понятно, что нам тут на наши ближайшие 10 тысяч лет Золотого века, круто, что нам всем хватит, да, все кайфанем. Я тоже знаю, что в Золотом веке все прорыв будет какой-то невероятный и по духовному развитию, и по материальному, да, и по всем сферам. Но опять же таки у тех, кто сможет к этому всему прийти, а кто не сможет, будет продолжать деградировать и без Золотого века и так далее. И уходить на другие планеты, это тоже вполне может быть, если они будут видеть, что их тут как бы уже их цели с этой игрой совсем не вяжутся, им нужно больше хардкора, больше зомби, больше апокалиптики. Знаешь, от ума же, по крайней мере, люди, которые нас смотрят, явно не хотят себе еще больше хардкора, чем мы имеем сейчас. У нас и сейчас, знаешь, я думаю, что многие зрители понимают, что достаточно хардкора происходит и на данный момент. И вот вопрос в чем, что как при всех этих событиях, да, не сетовать на то, что вот сейчас у нас через 10 тысяч лет там будет Золотой век, и мы тут как-то проживем, докатимся, знаешь, не перекладывать, опять же таки, ответственность на кого-то. Как людям поступать сейчас, в данный момент времени, когда и так много всего происходит, чтобы себя лично и свою семью, своих близких вывести вот на этот какой-то подъем, да, не будем уже говорить про переходы. Про переходы, да. Но хотя бы на личный подъем, да, и продолжить его. Работать над собой, духовно работать над собой. Иначе никак, потому что, вот только так. Если ты хочешь, как говорится, чтобы твои частоты совпали с частотами нового мира, если уж даже вот так говорить, да, только работать над собой, работать над своими блоками, работать над своим эго, работать над хейтом, не писать в комментариях всякую фигню, да. Понимаешь, вот тоже все так, тоже часто комментарии от хейтеров, что хорошо вам там на Бали, да, сидеть, вот вы тут думаете, какие дома купить, еще что-то, а вот у нас там одно запиканное слово, да, другое запиканное слово, а у меня нет денег на колбасу. На любое следствие есть своя причина. У меня, опять же, смотри, вот в плане денег, кстати, такая, да, еретичная мысль, но на самом деле с позиции высшего я духу очень нравятся деньги. В плане того, что деньги – это возможность. Деньги – это возможности, в том числе для реализации тех целей, задач, ради которых ты сюда пришел. То есть, если ты сюда пришел, и тебе, к примеру, нужно ездить по всему миру и собирать, там, не знаю, разный опыт, а потом этот опыт передавать людям, тебе на это нужны деньги. Я скажу больше, у меня на эту тему есть текст. Я даже после этого забанил какое-то большое количество человек, потому что они мне стали писать, да, что типа ты вообще несешь всякий бред. Но я вот сколько раз не захожу на высшее я не вижу ничего плохого в деньгах. На сегодняшний день деньги – это часть игры, которая здесь выстроена. Это просто часть игры. Я скажу больше, те люди, которые говорят, что деньги – это что-то плохое, они, по сути, попали под определенную манипуляцию определенных сил. И вот что самое главное, не самых светлых сил, потому что кому выгодно, чтобы у людей не было денег, чтобы люди были бедные, чтобы люди сидели и страдали и жаловались. Выгодно явно не самым светлым силам. То есть, да, всегда нужно искать, кому выгоднее. Я прям это четко увидел, я прям это в тексте написал, да, что на самом деле сама идея, что деньги – это плохо, деньги – это от дьявола, распространяются как раз теми самыми дьявольскими силами. Вот. Это очень забавно было увидеть. Естественно, тут будет куча споров, что там духовность и так далее. Мы можем на эту тему прям отдельный выпуск сделать, если кому-то интересно где-нибудь рассказать. Ты говоришь, да, что многие там осознанно говорят, что деньги – это плохо, пишут тебе это в комментариях. То есть человек это
осознает и может даже из себя извергнуть, да, что он считает, что деньги — это плохо. Это уже круто на самом деле, что человек хотя бы осознанно это делает. А сколько я знаю, как у всех нас, вот просто я ни одного человека не встречала, ну, есть, конечно, наверное, те, кто уже это проработал, у кого нет глубинных установок, неосознаваемых абсолютно, деньги, связанных с деньгами. Кого-то раскулачили, кого-то, ну, в семье я имею в виду, у кого-то трудности были в семье с деньгами, у кого-то какие-то были потери уже собственные в бизнесе и так далее. Ну, с прошлыми жизнями я уже там вообще молчу, что в глубине, на абсолютно неосознанном уровне, то есть осознанно человек может сказать: я люблю деньги, Данила, вообще классно, все, я хочу много денег, Да. А при этом у него А вот в душе как он они их боится, он считает, что это все зло и вообще все это опасно но не или осознает плохо. это. Ну, это тоже вот в эту же тему прорабатывает свои блоки. И у меня была куча примеров ребят, которые прорабатывали свои блоки на деньги, и после этого, опять же, денежная энергия — это очень мягкая энергия, очень любящая, очень добрая. Потому что испытывает подавляющее большинство человек, когда ему приходят деньги? Что испытывает? Радость испытывает. И вот, а после этого нам говорят: эгрегор денег такой ужасный, плохой. Просто без всякого высшего я, просто на самых базовых экстрасенсорных эзотерических уровнях. Если человек от чего-то испытывает радость и каждый день в большом количестве, то эгрегор там будет положительный. Я видел кучу ребят, которые прорабатывали свои блоки, у них доход вырастал там в 10, в 15, в 20, в 30 раз. Что будет с долларом? Видела, ты писал, что он обвалится, и вообще этой системе придет конец. Да, смотри, с позиции экстрасенсорики я вижу так, что доллар, он как бы начинает гаснуть, он вот не сверху стоит, вот там вот, да, а он как бы вот отходит на некую орбиту и действительно выстраивается с другими валютами вот в некой такой вот, в некий полумесяц. Да, и я не скажу, что он прям вот развалится, прям уничтожится, все вообще про доллар забудут, но его главенствующая роль уйдет. И что самое главное, когда уходит главенствующая роль, нам уже не важно, какой курс у этого доллара. Только хотела спросить. Оно уже не важно, потому что как бы какая разница, к примеру, если Россия и Китай ведут все свои эти обороты в юанях и в рублях. Да, они плевать хотели на этот доллар уже. А если, например, они ведут обороты с Индией, то там, своя собственная индийская рупия, да, насколько я помню. Вот, с Индонезией, индонезийская мы можем, рупия. давай какой-то спойлер закинем. И так далее. По поводу спойлера, вот это то, что я прям вот вижу, да, что доллар будет терять свой вес на мировой арене однозначно. Когда это будет? Что значит будет терять? Это через месяц, через год, через 50 лет? Какие временные? Не через 50 лет. Нет. Через 50 лет уже весь этот процесс закончится и давно уже закончится. Я думаю, в течение ближайших 10 лет доллар будет терять, вот такой у меня сейчас, вот то, что я сейчас вот именно вижу уже скорее экстрасенсорно с помощью высшего я, ближайшие 10 лет. В ближайшие 10 лет доллар будет терять свою власть. Потому что в ближайшие 10 лет мир будет все больше и больше становиться многополярным, именно с большим количеством валют в каждом полюсе. Вот. Это прогноз и основанный с позиции высшего я, и на самом деле определенная такая политологическая выкладка, потому что здесь со мной согласятся, я думаю, все. Но, ты знаешь, на самом деле вот идея, что доллар рухнет, она вроде как выглядит вот прям вот так вот очень здорово, но в этом на самом деле ничего хорошего нету. Потому что если он рухнет не вовремя, когда не произойдет вот этого перехода к по-настоящему многополярному миру, то это повлечет за собой, на самом деле, абсолютно катастрофические последствия. Это абсолютно не весело. И, опять же, экономисты, политологи про это знают. И с уровня высшего я это очень четко видно. И, кстати, это вполне вероятный сценарий ближайшего будущего, вот эти катастрофические последствия. Это когда? Это прямо ближайшего. То есть если он рухнет не поэтапно, не плавный переход к вот этому истинно многополярному миру будет, а быстрый, шоковый переход. Очень много, опять же, на сегодняшний день валют закрыты на доллар. Они прям вот четко идут за долларом. И если доллар, например, рушится полностью, экономики мира, которые еще не окрепли, особенно в развивающихся странах, то есть это страны Африки, это, например, вот это же самая Индонезия, да, Малайзия, может быть, частично Индия, какие-то там и прочее, но может начаться все что угодно, вплоть до голода вообще просто жесткого. Это дом, он выстроенный дом, и ты еще не построил новые дома, ты продолжаешь жить в этом доме. И если у тебя еще своего дома нету,
и ты продолжаешь жить в этом общем доме, если крыша этого дома рушится, она рушится на тебя. И ничего хорошего в этом не будет абсолютно, потому что это приведет к краху экономик больших государств, к тому, что цены на товары просто взлетят куда-то вот туда, и у большинства просто денег не будет, там, не знаю, кусок хлеба, как автомобиль будет стоить на каком-то этапе, да? Это может быть. Вот это реально может быть. Это вполне это не страхи. Ты знаешь меня, я не тот человек, который любит наводить страхов тут, да, но... Это как одна из веток вероятности? Да, одна из веток вероятности. Вот именно резкое крушение доллара — это, наоборот, плохо. На самом деле люди должны молиться на доллар, чтобы он вот так вот плавно уходил, плавно, не резко, Хорошо, не шоково. На какой период это ближайшая ветка вероятности? Вот как раз те самые 10 лет. То есть вот, грубо говоря, года наверное, с 30 по 35 по 37, вот я бы вот так бы, вот это прям самое опасное время. Вот если вот там оно начнется, да, то это прям будет жестко. Но если мы этот период пройдем, то, соответственно, потом уже можно не переживать. Он просто мягко сойдет, да. То есть вот ему главное не обвалиться вниз. Он должен так вот мягенько отдать бразды правления. Но если он не сможет, то есть если по шоковому сценарию это дело все пойдет, будет прям очень тяжело. Очень тяжело. И на самом деле вот то, что сейчас там все говорят, там вот войны, вот это вот все, да, это, конечно, ужасно. Но если там всего населения там большого количества стран не будет денег на еду, а это означает, что это сразу же запустит цепную реакцию на что? На болезни, на эпидемии, на вспышки эпидемий, и там умирать будут в большем количестве. Те же самые войны начнутся. То есть это это прям очень нехороший сценарий. Поэтому вот в этом плане все ребята, которые ратуют за то, что вот завтра доллар по 10 рублей, если завтра доллар по 10 рублей, то нужно сразу в бункер лезть. Хорошо, смотри, давай как-то все-таки дадим какие-то давай. Временные, да, рамки и цифровые рамки. То, что, допустим, через полгода доллар будет примерно столько-то стоить, через год столько-то. Я не скажу, я просматривал это. А это смотри, есть, опять же, форма, а есть суть. В высшем я мы можем увидеть суть. Вот именно суть в том, что все идет к вот такое вот ощущение, к расширению и к становлению отдельных вот таких вот энергетических ячеек по планете. Каждая ячейка отдельно — это государство. Это же самое и валюта. Валюта каждой ячейки, именно национальная валюта, она будет становиться все более крепкая и все меньше зависеть от вот этого вот великого отца, всеотца верхнего, да, в виде доллара. И доллар потихонечку, он просто съедет вниз в американский регион. То есть американский, может быть, европейский регион, хотя у Европы евро, но, возможно, хорошо, евро, оно сильно, на самом деле, подотчетно доллару. Поэтому я думаю, что доллар — это Евросоюз и Соединенные Штаты. Вот это их вотчина. Но не весь мир. Доминирующего, лидирующего положения на весь мир я у доллара вот в течение 10 лет, оно вот с каждым годом все меньше. Курс при этом может прыгать. Он может вверх взлетать, потом вниз, потом снова вверх, снова вниз. Хорошо. А вот такой вопрос про предсказания, знаешь, вот часто тоже видела в комментариях задают, почему ты там, мол, не посмотрел с высшего я там курс биткоина, знаешь, или там еще что-то. Биткоина, да. Биткоин — это очень условно, то есть посмотреть какие-то акции, да, что-то куда-то вложиться и увидеть с позиции я, с позиции высшего я, стартанет это или не стартанет. Вот это можно сделать? Можно. Это можно. Ты пользуешься этим? Криптовалюте, смотри, по криптовалюте, опять же, криптовалюта будет крепнуть. Вот я что я делаю? Я настраиваюсь, например, на криптовалюту. В высшем я, как я это вижу, просто чтобы ребятам было ясно, как это все выглядит. Есть некая энергетическая оболочка. Вопрос, на который ты заходишь. Ощущение от криптовалют, оно вот сейчас, как будто бы это условно дерево, которое уже не маленькое, а уже такое прям вот растущее вверх. И потенциал у этого дерева не засохнуть, а наоборот расти все больше. То есть это образная такая информация, и ты ее видишь вот тогда, что криптовалюта будет расти, да, она будет вниз падать и взлетать вверх, вниз падать и взлетать вверх. Но в тенденции она будет расти. Это если мы берем общий, да, рынок криптовалют. Да. А если мы заходим просматривать какую-то монету, да, или
какое-то вложение, мы же можем увидеть с позиции высшего я. Это можно, но, опять же, смотри, высшее я — это как бы тебе это описать-то? Я про это вот и на курсе много раз говорю, да, это очень высокая такая структура, сильно над эфирным, астральным и ментальными слоями, вот там. И оттуда сузиться до монеты. Вот монету реально иногда проще экстрасенсорикой рассмотреть, чем через высшее я. В чем разница, экстрасенсорика или высшее я? Потому что если ты будешь смотреть на монету отдельную через высшее я, будет идти ощущение в целом все. Вся вот эта вот идея криптовалют, глубокая философия, связанная с криптовалютой, глубокие какие-то вот такие вот мистические озарения, связанные вообще с человечеством, которое пришло в своем развитии к идее криптовалют и так далее. То есть это очень глобальный взгляд. То есть высшее я — это всегда очень глобальный взгляд. Ты ему говоришь: так, слушай, стоп, нет, все. Вот мне нужно там, что будет, не знаю, с вот этой вот отдельной валютой, которая вот она обвалится или нет. И такое ощущение, что ты как бы вот, знаешь, как вот такой огромный шар, пытаешься сузить со всей дури, его прям свести вот до вот этой вот крошечной валюты. Иногда очень сложно. Хорошо, очень сложно. Проще экстрасенсорика? Экстрасенсорикой. Экстрасенсорикой можно, то есть, как бы настроился здесь, не заходя вот туда, на эти высокие божественные слои. Да, настроился просто отсюда, из эфирного плана, из астрального плана на вот этот вот, на эту монету, и как бы дал определенный прогноз, она двинется вверх или вниз. Это знаешь как, это вот есть ребята, которые, например, у них вот есть график на Форексе, вот эти вот, да, которые вверх-вниз, они смотрят и просто чисто экстрасенсорикой улавливают, куда пойдет график. Он пойдет вверх или он пойдет вниз. Для этого что нужно? Заход на эгрегор денег, по-хорошему, заход, в целом на эгрегориальные слои планеты человеческой цивилизации. А это что у нас? Это астральный план. То есть это работа с астралом. Вот именно вот эти вот вещи, это работа с астральным планом и с ментальным планом планеты. Вот, а высшее я, оно выше. И оттуда иногда вот опустить взгляд до уровня астрала нереально сложно. Я вот так сформулирую. Вот моя жена, я про нее часто пишу в текстах, она круто работает с астральным и с ментальным планом. Прям вот именно круто. А я круто работаю с уровнем высшего я. Ну смотри, если зайти на уровень высшего я и конкретно про меня, например, спросить, человек, да, у тебя обучился, заходит с позиции высшего я, смотрит, стоит мне вкладываться в то или иное вложение или нет. Ему же высшее я наверняка скажет, что это там стоит делать, это не надо. Опять же, вопрос очень интересный. Когда я захожу на другого человека через высшее я ловлю его, знаешь как, его судьбу. То есть вот в целом его судьбу, куда он идет в целом, куда он идет, для чего он сюда пришел, с какими целями и задачами его дух сюда пришел. Вот такого вот плана скорее. Вот я к тому, что, смотри, помнишь, мы с тобой, ты мне говорил про Бали, да, что через высшее я смотрел, мы тоже онлайн с тобой это делали, что, например, купить дом на Бали для тебя это с высшего я ощущается как что-то хорошее. А купить дом во Вьетнаме, ты тогда просто, например, это приводил, про меня, что вообще там про никакой меня Вьетнам. Можно. Про меня, да. Вот именно о себе, это же твое высшее я, да. Да, так я и говорю, если человек заходит и через свое высшее я смотрит, вкладываться ему куда-то. О себе, конечно, вот именно о ком-то. То есть это вот интересный феномен, мы его много раз исследовали, опять же, вот с клубом. Если о себе, то не вопрос. О себе любые абсолютно вопросы, все работает, проверяется. Я обязательно всем ребятам говорю, там, чтобы 8 из 10 у вас все это дело совпало, все супер. Вот. А вот именно о ком-то через высшее я получается все равно какие-то такие, знаешь, очень глобальные мазки. И, к примеру, если условно там человек мне говорит, а можно посмотреть через высшее я, что я ел на завтрак? Я ему говорю, понятия не имею, для этого вам нужен экстрасенс. Он говорит, а вы нет? Я говорю, я нет. Все, на этом мы заканчиваем беседу. Ты можешь, чисто теоретически же, да, это пообщаться очень сложно. С духом это чужого пообщаться человека. С духом другого человека, это сложно. Это сложно, те да, ребята, которые говорят, что это очень легко, это не совсем дух. Они не совсем с духом общаются. На самом деле, у меня вот есть на курсе практика определение возраста души. По сути, что такое возраст души? Это, как бы внешняя оболочка духа. И вот увидеть внешнюю оболочку другого духа правильно, это нереально сложно. Ребята, 3 месяца, это у меня вот
вот такой дополнительный экспресс-курс, они 3 месяца бьются над этой практикой, процент успеваемости 50% от группы. И то это сильнейшие практики, которые круто освоили контакт с духом. Просто увидеть истинную суть духа другого человека, заряд его и прочее, прочее. Именно истинный заряд, не от ума. От ума все у нас все умеют. Или там от эгрегора. А именно истинный заряд — это нереально сложно. А если еще и пообщаться с ним через высшее «я», глобально вот общими словами можно, но вот на уровне там вот, то есть, вот чтобы сейчас всем было ясно, к примеру, ты у меня просишь, там, не знаю, там, вкладываться ли тебе вот в эту монету. Мне будет проще экстрасенсорикой это сделать, чем через высшее «я». Но опять же таки, а если я захожу на высшее «я», ты, да, как ты учишь? Себе, да, о себе нормально, да. Там себе не обязательно монета. Например, я спрашиваю, стоит ли мне вкладываться сейчас в недвижимость, или стоит ли мне продавать квартиру, например. Это супер. То есть и всегда же, железобетонные ответы. Это твой путь, ради которого ты сюда пришла. Твоя собственная игра, которую ты играешь здесь. А по сути, вот именно если мы на другого человека заходим, то это как будто ты подсматриваешь за его игрой через высшее «я». И вот это реально иногда проще сделать экстрасенсорикой отсюда. То есть с уровня астрала, с уровня физики, с уровня ментала, но не через уровень духа. Вот такой вот элемент. Это, кстати, важная тема, потому что мне часто пишут, а вы можете вот связаться с моим высшим «я» и рассказать мне там... А вот давай мы раскроем эту тему, мне почему-то тогда сейчас хочется об этом сказать. Вот что я вижу, ты, может, поправишь меня. Давай. Что я вижу в том, когда люди начинают вот это... мне сегодня буквально писали вопрос по поводу там айваски, а можете ли подсказать кто-то, кто меня почистит, и так далее. Различные вот эти истории, когда человек приходит, а почистите меня, а расскажите мне, а покажите мне про меня, а я свешу лапки и ничего делать не буду. То есть для меня это просто про детскую позицию, не знаю, как иначе выразиться, то, что я не хочу ничего делать, я не верю в свои силы, я считаю, что я там недостаточно сильный, недостаточно мощный для того, чтобы сам пойти и посмотреть на высшем «я», например. Да. То есть для меня это про это, но это неправда. Я почему хочу раскрыть эту тему, потому что это искажение. У нас люди все настолько в себя не верят, настолько отдают свою судьбу в чужие руки, чужому дяде, понимаешь, там, Данила, расскажи мне, что мне там, что с моей судьбой и так далее. То есть я отдаю тебе право вершить мою судьбу, получается. Когда люди так говорят. Вот ты согласен со мной? Согласен, конечно, да. Но, с другой стороны, я могу и их понять, потому что, опять же, чтобы научиться высшему «я», там, 6 месяцев, год, кто-то там 2 года учится. Это сложно. Это долго просто. И современный мир, он настолько быстрый, настолько людям лень что-то делать, что иногда просто проще прийти и спросить у кого-то. Но качество тогда будет сильно, конечно, ответов этих не совпадать, потому что те ответы, которые ты можешь о себе высшем «я» увидеть, они прям на 100% твои. А то, что там другой человек через экстрасенсорику тебе что-то там увидит, это уже 50 на 50. Опять же таки, это какая подсадка получается на мастера. То есть у меня такое было когда-то раньше там с Таро, всякими такими историями. То есть каждый раз, когда мне нужно принять какое-то решение или решить какую-то проблему, я обращаюсь к кому-то, к дяде, к тете, к картам, еще к кому-то там, да. И расскажите мне. А тут получается, да, допустим, ты полгода, ты обучаешься, и ты потом ни к какому дяде, Васе, Пете не ходишь. Не ходишь. И все решаешь сам. Но есть феномен. Я на самом деле, я знаю, что смотрит и клуб наш это видео. У меня, ребята, теперь к вам, к клубу, я хочу к клубу к своему обратиться. Я хочу сделать исследование все-таки. Мне реально, я не могу до сих пор до конца этот механизм понять. Почему все-таки через высшее «я» некоторые вещи сделать сложнее о другом человеке, чем через экстрасенсорику? Не очень понятно. То есть по-хорошему, нам всем бы с клубом собраться и помедитировать на эту тему. Ребята, запишите себе. Да, это будет крайне интересно, потому что вроде бы как высшее «я» — это очень высокий уровень. Оттуда, по идее, должно быть все видно. А о себе видно, а о ком-то не видно. Тем более... Очень широкими мазками видно. То есть более узкими через экстрасенсорику. Опять же таки, все-таки, что мне кажется, даже когда ты обращаешься к специалисту, да, к какому-то, все равно есть этот шанс, риск, что человек навесит на тебя свои блоки, свои какие-то образы себя. Это не очень этично, да? Уровень высшего «я», он очень этичный. Я тоже про это уже думаю, что
Может быть, на самом деле не зря в целом про экстрасенсов ходит слава вот такая, как будто конечно, бы, что это не совсем конечно. этичная история. Да, на это похоже, но нужно сделать отдельные исследования. Даже, элементарно, вот там приходят там все эти бабки, гадалки, неважно, вот не удалась у женщины судьба ее там с мужчинами. У нее, естественно, на этой почве куча различных претензий, обид, боли, страха и так далее. И к ней приходит какая-нибудь женщина со своей проблемой. Естественно, та ей навешает: да вот твой Вася козел, и Петя дебил, то есть потому что у нее внутри это болит. Да. И вообще тебе мужчины не нужны, ты там сам... я проще сейчас условно. Да. Ко мне часто так приходят ребята, прям со слезами на глазах, они говорят, что вот, я был там у супермага, он сказал мне, что у меня проклятие на всех чакрах, и подключки, везде, где только можно, на всех каналах. И он сказал, что приходи ко мне, я тебя почистию. Именно, да. Вот, и у них на самом деле обычно все в порядке. Конечно, я же к тому, что как раз-таки путь через высшее я, собственное свое, там на самом деле не так все трудно оказалось, как я думала тоже. Хотя, хоть я и только на 3-м месяце, обучения, но все равно у меня получается именно по твоей методологии, заходить на высшее я, и уже даже там какие-то ответы У тебя получать. база была. У тебя до этого была сильная эзотерическая база. Тебе в этом плане легче. Ребята, смотрю на свою группу, где сколько там, больше 100 человек, по-моему, или вообще хорошо. У всех все нормально. Там у некоторых лучше, чем у меня все. У всей этой группы. Это группа, которая пришла с эзотерического канала. Нас опять же таки смотрят здесь. Здесь, да. А вот если ребята ко мне приходят иногда из Дзен, из моего блога, и из нашего блога, то там ребята бывают просто, они, грубо говоря, скроллили эту ленту, увидели текст, типа, высшее я, интересно. И у них нету ни медитативного бэкграунда, ни работы с блоками, плюс многие из них в возрасте, а в возрасте, опять же, блоков уже много, всяких страхов, обид, сомнений, там, накопленных, какой-то горечи за жизнь. Им бывает немножечко сложно. Вот. Но все равно это чуть сложнее, чем другим. То есть, условно, это будет не полгода, а 8 месяцев, но все равно 8 месяцев и всю дальнейшую жизнь ты сам отвечаешь себе на все вопросы, лечишь свои болезни, принимаешь решения и так далее, без помощи всяких экстрасексов. Если мы хотим духовно развиваться, если мы хотим приходить к высшему я, как я уже говорил, высшее я, к нему приходят люди осознанные, люди уже более-менее счастливые. Нужно прорабатывать свои блоки, связанные и с деньгами, и с семьей, и с отношениями, и со здоровьем. С непринятием чего бы то ни было всего этого. То есть эти 6, как я уже сегодня обозначал, то есть страх, обида, вина, одиночество, грусть, злость. Все, что сильно на это цепляет, с этим нужно работать. И это действительно то, что нужно делать абсолютно всем. Это можно делать, например, в моей школе. У тебя целый месяц исключительно по блокам. Исключительно по блокам. И то у меня есть прям на курсе еще плюс дополнительно работают. Даже не то, чтобы работают. Они не работают, я просто их знаю. И к ним отправляю, я с этого ни копейки не имею. Это абсолютно как говорится, по доброй воле отправляю к ребятам, психотерапевтам, которые тоже хорошо знают мой курс, которые помогают докрутить те блоки, которые не смог человек сам развалить за этот месяц. А так целый месяц, мы работаем с блоками, мы работаем с эго, с образами себя, с эгрегорами, со всякими эгрегориальными подключками и прочее. Прям целый месяц там прям много. Из твоего эгрегора люди тоже выходят, правильно? Из моего эгрегора тоже выходят. Я, наоборот, всегда всем говорю, что я не учитель, я просто помощник по контакту с высшим я. Ваш учитель — это ваше высшее я. Все, и не более того. Как раз в январе запускается льготная группа. 6 месяцев, прям льготная, 2 лекции в неделю, все как у вас, плюс дополнительно еще онлайн, то есть получается 3 лекции в неделю, часть в записи, часть в онлайне. В онлайне прям очень важная часть, это, в общем-то, онлайн-курс, который просто сопровождается таким как я его называю, аудиоучебником дополнительным. Причем полгода, кажется, знаешь, когда мы записывали интервью с тобой, первое, второе, мне казалось, вау, полгода, так много, действительно, такая объемная работа. А сейчас уже пролетело почти весь курс, и настолько все как-то легко, впереди не напряжно. Самое интересное, наконец-то, я очень жду. Я говорю, я вижу, что и в группе уже ребята отвечают на вопросы. Я помню, когда начался блог по сканированию эгрегоров на людях, образы себя, эгрегоры и что-то еще там было.
образы себя, эго-блоки и сканировать. Ребята начали делиться своими фотографиями, просто взорвался чат, все целыми днями сидели и сканировали друг друга они довольно по эгрегорам. Описывали. Вообще почти все правильно. Я настолько была удивлена, причем я сначала так, что-то посмотрела, не обратила внимания, а потом смотрю, мне тоже фотографии какие-то стали интересны. Я стала сама проверять, что я чувствую по этому поводу. И смотрю, я вот так чувствую, и смотрю, там все чувствуют так. Потом смотрю твой голосовой ответ, и ты говоришь, что да, вот это то правильно, самое, единственный момент там у вас вот это вот не заметили. Так, да, что все очень круто друг друга просканировали, там звезд тоже каких-то смотрели. Но группа сильная. Как раз вот с ваших каналов. Конечно, у меня тут все сильные. Группа сильная, но я, опять же, ты смотри, я всегда стараюсь, это вот для тех, кто, возможно, хочет ко мне прийти, я всегда стараюсь делать так, чтобы было всем удобно. То есть, и даже если человек совсем с нуля, вот полностью с нуля, вообще никогда ничего не делал, ему тоже, может быть, чуть более сложно, но это все равно вполне... ты очень подробно все объясняешь. Техники, очень. Да. 1 500 000 раз одну фразу повторяю, мне иногда это дело вменяют, да, но это важно. Это важно, чтобы все поняли. Вот прям вот все. У меня еще в конце будет экзамен с билетами. Вот. Так, все. Закругляемся. Расскажи пару примеров, может быть, которых ты знаешь. У тебя все-таки огромные группы, уже больше 1000, да, человек у тебя вышло из твоей школы, даже больше 2000, даже 2 или 3 тысячи суммарно за столько лет. Расскажи о каких-то результатах действительно измеримых своих учеников. Вот просто буквально вкратце пару раз то, что знаешь. Слушай, просветлели все. Все 3000. Опять же таки, да, про просветление. Нам нужно реально словарь заводить, мне кажется, словарь скоро будет. Заводить, что ты подразумеваешь под просветлением? Вот как в слове этом записано, просветление. То есть это что? Это просвет. То есть это что такое у нас просвет? Да, это в определенной материи возникает некое отверстие, через которое льется свет. Это есть просвет. И да, вот в этом плане, на самом деле, контакт с Высшим Я — это прям полнейший синоним вот именно вот такого взгляда на тему просветления. То есть просветление — это прикосновение к более высоким энергиям и вибрациям, истинным, сильным, мощным, которые сами собой раскрываются как бы среди вот этих облаков ума. Да, это не полный свет, это не прям вот свет на все небо. Это вот такой вот лучик, как знаешь, как вот просвет сквозь облака и тучи. И начинает бить лучик. Вот такое все доходят. Кто прям совсем не ленивый, все доходят абсолютно. Вот как ты на курсе тоже, да, нам объясняешь, что это просвет сквозь те же самые блоки. Блоки ума, вот у нас есть блоки там блоки, ума, да. Образы себя, да, эгрегоры, какие-то представления о себе, навязанные какие-то мысли, желания. Вот через все это страхи, опять же таки, наши обиды. А вот я хочу этим быть или не хочу, а этим быть страшно, а я вообще кто? Вот через все вот это вот просвет высшего Я, которое существует у каждого человека. У каждого. А это означает что? Ответы на вопросы. Бытовые, сложные, любые. То есть, на самом деле, если ты прям хорошо освоил Высшее Я, ты можешь на любой вопрос ответить. Он может быть ответ очень философский, очень вот такой там вот из серии, как, знаешь, иногда некоторые смеются, спрашивают там, мне ехать летом в деревню, там будет вода или не будет. Там, например, все время отключают, просто вот мне вот интересно, будет или не будет. Ты заходишь на Высшее Я, а там что-то из серии, как бы, да расслабься. Да все идет в своем потоке, все гармония, все есть любовь. Приедешь, Вселенная позаботится о тебе. Если будет по потоку нужно, чтобы была вода, она будет. А если не нужно, то не будет. То есть вот такого плана иногда может быть такого философского, но часто вполне четко. То есть вот если ты хочешь это, то вот это. Если хочешь вот это, то вот это. В эту сторону ходи, в эту сторону не ходи. То есть Высшее Я — это твой учитель, с которым, то есть я, например, вообще безостановочно советуюсь вот как бы сам с собой, с этого уровня, там, что мне делать, там, не знаю, начиная от покупки билетов куда-то и заканчивая абсолютно глобальными какими-то вопросами мироздания или вот, например, Кали-юга через 200 тысяч. Да. И даже я помню, когда мы только познакомились, ты же даже советовался также с Высшим Я, что стоит там с нами сотрудничать, не стоит, благоприятно это там для тебя, для нас, неблагоприятно, куда это приведет. То есть вот эти все истории, да. То есть это действительно абсолютно применимые вещи. Я просто тоже уже последний, наверное, год активно
такими методами пользуюсь, и я, честно, не представляю уже, как без этого жить. То есть вот как? Ну да. Как и без вот, этого? отвечая на вопрос, на твой, что освоили ребята, вот они вот это вот освоили. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени. А дальше, как уже они это применяют, это зависит исключительно от них. Ну, то есть это может быть и что-то очень глобальное, и что-то как бы там, что-то местное. Но они все применяют. Я как бы Ну, ты говоришь, у кого-то в 15-20 раз доход вырос из того, что ты знаешь. Да, это тоже, да. По доходу, по здоровью. Раньше, когда еще я всех брал ребят, у меня была одна девушка, у нее было биполярное расстройство. Я сейчас не беру этих ребят, я прям реально опрашиваю, просто я как бы, это очень мягкие техники, но я стараюсь все равно это дело не делать, но вот она, я просто знаю ее прям психотерапевт, по-моему, разрешил ей прийти сюда на курс, она, по-моему, через 3-4-5 месяцев со всей химией сошла полностью. То есть она прям очень молодец. То есть это восстановилось настолько психическое здоровье, что она смогла без таблеток. Это очень потому что это очень высокая, опять же, это очень высокие энергии. По физике многие там что-то восстанавливали, аллергию кто-то, я помню, лечил через высшее, я что-то еще там делал. То есть на самом деле там столько вот таких вот кейсов, я их не запоминаю. Но их очень много. Аллергия, вот ты говоришь, да, аллергия, это же, опять же, таки там психосоматика моя Психосоматика, любимая. да. По факту у нас вообще почти любое заболевание — это психосоматика, которая уже потом не просто... Не почти любое, вообще любое. Вообще любое, просто, да. Да, просто некоторые, они закручиваются, знаешь, до такой степени, что уже там одно за другое, там уже, чтобы размотать этот клубок, там нужно действительно ковыряться и ковыряться. Но в любом случае, я 100% вот уже просто находясь в обучении, я вижу, как у тебя это все работает. Но ты выходишь к своей душе. Да, к душе. Ну, конечно, к духу, какие, блин, аллергии, какие болезни, просто это тоже вопрос, насколько ты там задерживаешься. Да. Ты там на секундочку вот и как бы и все. Да. И пошел дальше пиво пить. Поэтому, кстати, по болезням самое идеальное — это комбинировать высшее я и психотерапию, потому что ты можешь как бы высшее я выйти, а потом обратно откатиться, снова выйти, обратно откатиться. То есть если у тебя в уме остался этот вот паттерн, да, то его проще вот, как бы, знаешь, как мы это обычно объясняем, если ты прорабатываешь, например, с помощью психотерапии заболевания и заходишь на высшее я, ты как бы, у тебя есть якорь, ты все время на нем закреплен, и параллельно еще прорабатываешь с уровня ума, с уровня ментала. И вот тогда прям вот хорошо. Но это именно по заболеваниям, потому что все равно болезнь — это очень такая как бы плотная физическая энергия. А в плане духовного спокойствия, то есть получается там это, да, в целом счастье, больше каких-то денег, в том числе, они все равно менее материальные, чем физическое здоровье. Это прям тема высшего я на 100%, а здоровье 50/50. То есть по здоровью я всегда говорю высшее я плюс психотерапия. А там я даже могу объяснить, мне кажется, почему это происходит, потому что это... Ты правильно сказала, что она более материальная, более плотная, физическая, да. И это еще то, что мы ежедневно создаем своими мыслями. Да, мыслями. То есть каждая наша мысль либо создает, либо убирает эту болезнь. Да. А как ты правильно сказал, когда у тебя уже закрепился этот паттерн, да, что ты каждый день мыслишь одинаково, вот ты прикоснулся, допустим, к этому высшему я, увидел все причины, увидел все. А потом откатился. Если ты продолжил неосознанно своим умом создавать вот эту вот, а мы опять же таки, это, я повторяю это в миллион раз, это неосознанно. Это не то, что мы думаем, да, что вот я там то-то. А это то, что крутится у нас как-то, и мы это даже не замечаем. То, конечно, эту болезнь тяжелее решить. Именно. И вот комбинированный подход психотерапия плюс высшее я дает потрясающие результаты. Вот по вот этому я видел вообще просто какие-то феноменальные истории, настолько, что, наверное, даже здесь не надо про это рассказывать. Да, может быть, отдельная тема. Там лечились люди от каких-то просто как бы от абсолютно чуть ли неизлечимых заболеваний. Так. Давай пройдемся по вопросам подписчиков. Давай. Тебя уже знают, поэтому вопросов было много. Можно ли с помощью высшего я, например, научиться карате за неделю? Или выучить незнакомый язык, или хотя бы понять, что тебе говорит иноязычный? В принципе, в теории можно. Но тут есть, опять же, элемент физики энергии. Да, высшее я — это слой очень высокий. Это слой над тем самым эфирным телом, астральным, ментальным телом. И если у тебя есть в прошлых жизнях, это вот мы уже возьмем теорию прошлой жизни, да, кто верит в нее, если у тебя есть в прошлых жизнях определенные ходы, как бы оставшиеся какие-то каналы связи с эгрегорами языков тех или иных, да, с эгрегорами там карате или каких-то музыкальных инструментов, то да.
А так, как бы вот спорная тема. Спорная. Я в свое время вытащил умение писать стихи. Ну, это да, ты рассказывал на предыдущем интервью. Я рассказывал, и это как раз примерно за неделю где-то. Многие ребята, кому я потом их выдавал, они говорили, что это выглядит очень профессионально. Опять же, это их слова. До этого я совсем ничего не умел. Поэтому стихи писать можно. Карате, языки, наверное, чисто в теории тоже можно. Но вот игра на инструменте, например. Игра на инструменте. Сложно сказать. Нужно проверять. Ты не пробовал, да? Я не пробовал, да. Но, скорее всего, вот если в прошлой жизни ты играл, то как минимум будет намного быстрее через высшее я. Но вот полностью с нуля не уверен. Второй вопрос примерно из той же серии. Данила, почему ты в очках? Не нашел ответ на вопрос или слишком трудно без операции восстановить? Ну, смотри, это можно сделать, но у меня есть определенные причины. Определенные причины, по которым я это не делаю. Вот это все, что я сейчас могу сказать вот на эфир. Высшее Я — это моя душа, которая находится в связи с духовным миром, из которого мы сюда явились. То, что человек рассказывает, это похоже на путешествие в хронике Акаши, верно? У нас здесь два вопроса. Давай сначала на первый. На первый, да. Смотри, здесь опять вопрос терминологии. Вообще эзотерика, она чем плоха на сегодняшний день? В том, что в отличие от научного знания, в эзотерике каждый под термином что-то свое понимает. Поэтому если ты приходишь в школу, то нужно сразу, на мой взгляд, просить этот список обозначений. Словарь. Этот термин, да. Именно этой школы словарь. Вот опять же, что такое высшее я? У нас есть тела смертные, есть тела бессмертные. Тела бессмертные, их можно называть, кто-то называет душа, кто-то называет дух, кто-то называет высшее я. Мы уже много раз про это говорили здесь. Вот. И есть тела смертные. Те самые физическое, эфирное, астральное, ментальное, да? Все, это вот то, что есть. А дальше ты уж как хочешь, так это дело и называешь. Это же самое относится и к хроникам Акаши. Если хроники Акаши — это общая библиотека информационная, вселенская, вот это всего, то нет. Все-таки высшее я — это высшее я. Это ты сам в посмертном мире, твои вот эти высшие части тебя. Тебе из высшего я проще прикоснуться к библиотеке, к этой самой, но все-таки библиотека и посетитель библиотеки — это не одно и то же. Здесь нужно уточнить у автора этого комментария, что именно он имеет под этими терминами. Но если вот так, как я сейчас сказал, то нет. Ну, ты вот хорошо подметил, что посетитель библиотеки, то есть наше высшее я, наш дух, если кто-то может сказать, да, то это то существо тоже, опять же таки, если можно так выразиться, потому что это все абстракции, наша которые... Суть. Да, наша суть, мы, соприкасаясь с этой нашей сутью, можем условно, опять же таки, зайти в хроники Акаши и посмотреть. И будет более высокий уровень доступа, потому что у высшего я ключ-карта на вход более высокого уровня. То есть вот смотри, а если я как человек захожу в хроники Акаши, это, то есть я не могу туда попасть? Можешь. Экстрасенсы же ходят. Прям вот впишешь в Google хроники Акаши. Там... Тогда, слушай, я знаю этих хроник акашистов, и то, что с чем я, по крайней мере, встречалась, это вещающая через человека сущность или человек, подключенный к определенному какому-то эгрегору, или просто ум, да. И, я там с этими ребятами, кто якобы ченнелит из хроник Акаши, ничего достоверного не находила, но про действительно хроники Акаши я знаю, что это действительно абсолютно чистое пространство, откуда можно доставать информацию. Вот, собственно, в чем вопрос, что получается, в чем разница, заходим ли мы в хроники Акаши через высшее я, либо через экстрасенсорику, либо через экстрасенсорику, ум и все остальное. Опять же, из того, что я по этой теме, вот мы там вместе с моим клубом исследовали, смотрели, когда ты заходишь через высшее я на хроники Акаши, уровень информации более глубокий. Просто потому что, опять же, одно дело, заходит личность Васи через экстрасенсорику, либо заходит дух Васи, да, напрямую. Там уровень выше, информация более глубокая, более четкая, более понятная. Это вот то, что у нас было по результату. Не знаешь, что всегда было вот интересно? Я часто встречалась с таким раньше, вот, кстати, до твоего курса, когда я задавала себе какой-то вопрос, насчет чего-то, мне всегда всплывала информация, которую я потом, уже анализируя, понимала, что да я это где-то уже знала, слышала, или как-то вот оно у меня было. То есть, дежавю такое, что-то, не дежавю, а просто вот уже то, что мой ум имел этот информационный набор. И мне никогда вот раньше, не поступала информация абсолютно, знаешь, новая, где я такая...
вау, вот это да, то есть у меня такого никогда не было. То есть все равно это всегда складывалось из чего-то, что я где-то слышала, где как-то у меня на подкорке прогрузилось. В чем вопрос? Что когда мы заходим через высшее я, неважно даже в хронике Акаши или просто мы задаем вопрос своему высшему я, то нам может прийти какой-то абсолютно иной ответ. Да. То есть какие-то даже слова, которых мы не знаем, правильно я понимаю? Да, конечно. Смотри, ты вот сейчас у меня на курсе, как раз в следующем месяце, в 4-м месяце, там 6 месяцев, в 4-м месяце ты уже перейдешь на ответы на вопросы. Вот, ты там сможешь протестировать на себе вот это вот странное ощущение, когда тебе приходит информация, которую ты именно умом 100% никак не могла, никак не придумать. То есть это абсолютно новая информация, либо новый взгляд, который раньше вот на что-то старое, привычное. Вот такое у меня постоянно случается. Да, я захожу, просматриваю какие-то ситуации, какие-то свои вопросы, и такое, да, очень часто. Мне интересно соприкоснуться именно с тем, что, вот, например, пример слова, да, я привела, что когда я не знаю какого-то слова, допустим, да, и мне оно подгружается, это же очевидно, что я не могла это никак достать из себя. Или какая-то даже, например, не слово, ладно, слово. Слова мы, в принципе, все там общаемся на русском, и лексикон, словарный запас есть. Но когда какое-то объяснение, например, то есть вот, давай, как тебе объясню. Сейчас я изучаю, например, глубоко психологию, психотерапию, психиатрию, и вот там объясняется какой-то термин, там какое-нибудь, не знаю, психическое расстройство, мне рассказывают, что это, как это, почему и так далее. Я это не могу из себя ниоткуда достать. Да. Понятно, если у меня только не прошлой жизни, там еще что-то, но вот так просто подумать об этом я не смогу, или там физику я начну сейчас изучать, я не смогу объяснить какой-то термин, что это и как. По идее, заходя на высшее я, мы можем это делать без... Понимаешь, тут в чем дело? Когда ты заходишь на высшее я, ты как бы информацию получаешь, как я ее, по крайней мере, все время ощущаю, это же не голос тебе говорит. То есть ты выходишь в измененное состояние сознания, в прямом смысле этого слова, и ты начинаешь как бы видеть мир по-другому. Ответы на вопросы в высшем я — это не там тебе типа там, эй, ты, я сейчас там тебе что-то передам. Нет, это именно измененное состояние восприятия мира, в котором ты начинаешь совсем по-другому видеть мир. Это вот взять, к примеру, человека в алкогольном опьянении. То есть, да, ему мир видится абсолютно в одном ключе. Потом он вернулся в чувство утром, и он все, что раньше он там говорил, типа, да нет, это вообще был не я там, да, и вот это вот все. Это же самое в плане высшего я, но просто в сторону плюс. То есть ты начинаешь по-другому видеть мир, совсем по-другому именно ты. Это не какая-то там сущность тебе говорит или еще что-то. Ты становишься высшим я, ты именно выходишь на этот уровень. То есть как бы формально это некий там синоним просветления. Опять же, это очень такой забрендированный термин. Вот. И тут самое главное, ты получаешь как бы информацию пакетом общим. Вот именно на уровне восприятия мира. Это очень сложно описать, возможно, как-нибудь там отдельно мы поговорим на эту тему, и дальше тебе ее нужно умом как-то развернуть. Ты же все равно умом ее разворачиваешь. А ум будет пытаться иногда подбирать, похожие какие-то слова, которые он знает, то, что он знает. Именно интерпретировать. Да, на самом деле, вот именно интерпретировать — это самое сложное. То есть там ухватить информацию еще более-менее. А вот именно описать ее как-то словами, вот это да. Поэтому я к тому, что иногда оно действительно приходит совсем новыми формами, а иногда как бы форма старая слов, но смысл там немножечко другой. Как-то так. Сделайте, пожалуйста, уклон в практические рекомендации, как среднестатистическому человеку увеличить связь с духом, какие привычки внедрить, как изменить образ жизни, как не растворяться в эмоциях, как закалять внимание и так далее. Очень большой запрос у человека. Приходите в школу. Самая практичная рекомендация. Школа льготная, цена льготная. Сейчас она прям очень льготная. Но все-таки давай действительно дадим пользу этому человеку. Все-таки написал, поинтересовался. Слушай, опять же, вопрос, по сути, если его переформулировать, как прикоснуться к высшему я? Как укрепить связь с духом, да, здесь так и звучит. Допустим, не приходя в твою школу. Не приходя в мою школу. Из того вот, что мы исследовали, и я, и клуб. Опять же, кто не в курсе, клуб выпускников — это такое огромное уже образование. Это ребята, которые заканчивают школу, они оказываются в абсолютно бесплатном пожизненном клубе, где постоянно что-то там проводят, какие-то считывания. Причем они уже там, у них уже какая-то своя организация. У них там есть один человек пишет текст, другой организует все эти просмотры совместные, третий какие-то картинки рисует, подбирает. Потом они ко мне приходят, говорят, вот смотри, мы исследовали будущее Москвы через 50 лет. Исследование. Приняло участие в нем там 45 человек, написали вот такой вот текст, вот этот человек составлял, этот подбирал картинки, выкладывал.
Так, ну это спойлер уже, да, на следующее интервью или на это? Интервью, да. Заинтриговал. Вот, и что мы поняли? Я и ребята уже, которые как бы продолжают мое дело, хуже всего, что вообще самое плохое, что может, грубо говоря, произойти с человеком, который хочет прикоснуться к высшему «я», это если у него будет большое количество блоков, установок, сильное эго, какие-то эгрегориальные вот эти подключки, какие-то... В общем, если человек насквозь нервный, несчастливый, какой-то завистливый. То есть вот обычно в психотерапии выделяют вот эти 6 вот этих условно негативных эмоций. То есть да, это что у нас страх, обида, вина, одиночество, грусть, злость. 6. Вот если вот этих 6 триггеров они очень сильно представлены в человеке, ну вот тогда это будет мешать контакту с высшим я. Поэтому первое, что нужно делать, все, что запускает в человеке страх, обиду, вину, одиночество, грусть либо злость, прям вот явно и на постоянной основе прорабатывать, еще раз прорабатывать, потому что именно это мешает контакту с духом. На уровень духа выходят обычно более счастливые люди, а вот те ребята, которые там в клинической депрессии, там с биполярным расстройством, с шизофренией, естественно, там с какими-то еще вещами, я даже их стараюсь не брать на курс, но просто как бы это бессмысленная история. Ну, да. И то я им говорю, что если вы хотите прийти, только с одобрения вашего психотерапевта. Вот если ваш психотерапевт посчитает нужным, потому что многие психотерапевты приходят ко мне на мой курс, вот если они посчитают нужным для своих клиентов, да, но сам я таких не беру, ребят. Ну да, это действительно, знаешь, уже как level up, вот то, что к тебе приходят люди помогающих профессий, потому что я прекрасно понимаю, что человек, который развивается в той же самой психиатрии, психотерапии, в какой-то момент он понимает, что за этим что-то стоит. Да. И я считаю, что психотерапия — это просто не то, что прекрасная, это необходимая база для любого человека, которая обязательно должна быть, но все равно нужно куда-то потом идти дальше. И вот соприкосновение с высшим я прекрасно понимаю, почему к тебе приходит такое количество людей в этой профессии. Здесь очень ничего удивительного, да, конечно. В основном ходят вот психотерапевты, ребята, которые занимаются цигуном, ребята, которые занимаются, значит, этим дзогченом, ребята всякие там из аюрведы, ребята, которые ищут просветление. Ну и в целом, кто занимается вот именно различными медитативными практиками. Это вот самая такая вот целевая аудитория, которая ходит. Интересно узнать мнение Данилы по поводу гималайских экспедиций, пещер с великанами, о которых рассказывают такие очевидцы, как Молдашев. Ну, мы с тобой уже за кадром смеялись, я вырос на Молдашеве, кто-то рос на красной шапочке, а я рос на Молдашеве. Что такое расти в семье эзотериков? Да, что такое расти в семье эзотериков? У меня папа читал Кастанеду и Молдашева, это были его 2 любимые книжки. Поэтому Молдашева я прочитал всего вообще, вот самых первых выходов книг его. Во-первых, смотри, то, что он говорит, я посмотрел, он не врет. Это факт, он не врет. То есть действительно определенные пещеры, определенные там вот эти великаны. В принципе, в Тибете, это как вот и из того, что я слышал там от своих друзей, которые ездили, это довольно распространенная тема-то. То есть это никакая не секретная, что там, есть определенные места, где сидят определенные там представители прошлых цивилизаций, которые расположены именно на этой ветке. Именно потому что, да, мы про это еще, я думаю, там как-нибудь говорить будем, но вот именно из этой ветки представители прошлой цивилизации, часть их, которые там вот ушли в самадхи, ушли там в глубокую медитацию, сидят как такой некий генофонд на будущее. Почему их не находят? Молдашев уже нашел. Допустим, да, ты же понимаешь, что этого человека сочли, я не знаю, кто это, но его сочли либо фантастом, либо сумасшедшим. Нет, он на самом деле, он же... Эрнст Молдашев это у нас офтальмолог, очень известный в России, у него прям там свой собственный центр. Я имею в виду, что его книги явно не стали чем-то тем, что побудило на экспедиции, побудило рассказать это на Первом канале и так далее. Он даже выступал, по-моему, на Первом канале. Серьезно, да? Он типа вот именно раньше, в 2000-х годах, он был очень известный, его прям все вот читали. И я скажу так, я думаю, что все, кому надо, все знают. Все. И правительство Китая знает, где все находится. Просто там, чтобы в целом вот туда приехать, там нужно прям экспедицию брать. То есть там нужно снаряжение, нужны машины. Так и людей это не подтолкнуло на это. Кому надо, ездили. Я имею в виду на государственных уровнях. Смотри, у нас же что происходит? Когда находят какой-нибудь очередной нефтеисточник или еще какую-нибудь историю, да, там с золотом, слетаются максимально быстро со всех стран, и экспедиции везде рассказывают и показывают, государство если надо. все знает. Китай все знает, это на 1000%. Китай все знает.
И даже, по-моему, где-то сам Мудашев про это писал, просто не освещают, да? Они просто не освещают. Ну, то есть в Китае же, к примеру, есть до сих пор всякие вот там, не знаю, вот эта тема шаолинских монахов. Это уже не те монахи, которые были в средние века, но они это знают, они там часть раскрывают в мир, часть не раскрывают. То есть правительство Китая, я думаю, вот даже нет, я на 100%, я прям и чувствую, и думаю, что на 100% Хорошо. у них все в порядке А с этим. почему обычные люди, допустим, вот я так понимаю, что у этого человека тысячи фанатов, сотни тысяч и так далее. Почему обычные люди, зная примерно, где это все находится, тоже не нашли, не увидели? Кто-то организовывал что-то. Какие-то небольшие экспедиции были, но опять же, ты должен, чтобы вот это все организовать, ты должен прийти, в правительство Китая, договориться с ними, тебя пустят, а может быть и не пустят. В общем, вот здесь, я думаю, вернее так, я чувствую, что здесь все упирается чисто в административный ресурс. Ну, то есть административный ресурс просто не дает на сегодняшний день массового распространения этой темы. Но тема в целом рабочая. Слушай, а что насчет Кайлаша? Ты слышал, что там... Священная гора, да? Ну да, Кайлаш, что там, там очень много легенд, да, про это место. Но из достоверного, что я знаю, что люди, которые подбирают, то, во-первых, никто не смог зайти, насколько мне известно, на самую вершину подняться. А люди, кто подбираются максимально высоко, у них начинается психоделический трип. То есть у них изменяется сознание абсолютно, и они либо их выводят все-таки на ту дорогу обратно, либо они вообще там умирают, теряются и так далее. Слушай, Эрнст Мудашев, он именно это же и описывал, что когда вот он лез вот в эти пещеры, если будет время, ознакомься с книжками его, они довольно... Он прям с фотографиями, самое-то главное. У него все книжки, там с кучей фотографий. Он потом, кстати, после «Атлантов» поехал вампиров искать в Румынию. Это отдельная тема. И тоже их фотографировал. Вход, как он назвал это, в пещеру Дракулы. Мы сейчас тут такую небольшую рекламу Мудашева делаем, но книжки интересные, прям вот интересные читать. И там прям я не всегда согласен с выводами его, но вот именно сами книги интересны на самом деле. То есть там прям вот именно вот то, что он задокументирует как факты, интересные факты прям очень. А что касается Кайласа и всего остального, это вообще распространенная история, что там стоят вот эти психоделические защиты, через которые ты пройти не можешь, либо там, чтобы их пройти, то нужно прям большим скопом это делать, то есть много человек, чтобы туда пытались штурмовать. Какие защиты? Мудашев говорит предыдущей цивилизации, которые специально поставили в определенных местах вот эти самые защиты от посторонних глаз. У нас есть просто друг, который занимается внетелесными путешествиями, то есть астральные путешествия в любые точки вообще и Земли, и не Земли. И вот он рассказывал, что они, когда с группой путешествовали туда, они видели в этой горе 5 каких-то светящихся элементов, как я поняла, которые как светящаяся структура человека. Но только не человека, я так поняла, что эти существа были намного больше. То есть либо как 5 светящихся душ. Я, честно, не повторю так, как он говорил, но суть в том, что внутри горы было обозначено как 5 живых существ, очень невероятно мощных. Может быть, там, например, внутри вот те же самые там атланты, либо лемурийцы в количестве 5 штук сидят где-нибудь. В общем, и что они там делают, создают. Что они там ждут? Ну, опять же, если мы говорим по Мудашеву, да, ты скажи по высшему я, пожалуйста. По высшему я нужно смотреть. Это прям нужно заходить, просматривать. Вот я могу на данном этапе сказать, что действительно представители лемурийцев, представители атлантов в живом физическом виде остались в небольшом количестве на планете Земля. Остались. Они находятся в полумедитативном состоянии. Поэтому если они там в этой горе и находятся, они там не живут. Они то есть путь никто не ведет. Они сидят просто. Они сидят в глубокой медитативной практике. Много-много тысяч лет. Для чего сидят и так далее. Тут уже вот либо опираться на идеи Мудашева, либо заходить на высшее я и просматривать оттуда просто как, не знаю, давай мы вот так сделаем. Если ребятам это интересно, пусть напишут в комментариях, и можно будет сделать отдельный вот именно выпуск, прям, я там, не знаю, час, я прям вот буду сидеть и копать эту тему через высшее. Да, друзья, как обычно, пишите в комментариях все темы, которые вам интересны, ваши запросы. Мы с Данилой сейчас будем снимать много роликов, поэтому, может быть, на ваш вопрос тоже ответим. Ответим, да. Также Абхригу Муни, астролог, который 5 лет назад описал судьбу каждого человека на святых свитках, хранящихся в Индии. Ведь если мы можем менять ветки вероятности, как в мире существуют подобные вещи?
Но только не 5 тысяч лет назад. Да, прошу прощения. Он давно. По-моему, это от него какая-то там организация, которая за денежку продает тебе результаты вот этих вот твоих просмотров. У меня есть один друг немец. У меня вообще много ребят теперь, и этих и немцев каких-то, и французов, и этих, и британцев. Отовсюду ребята теперь приходят в школу. Это очень хорошо. И вот немец, он купил, то есть он мне прям описал этот процесс. Ты платишь денежку, они тебе в общем, как-то связываются там с кем-то, и дальше находят твое имя и прям выдают тебе по имени вот все, что там есть. Но, опять же, то, что вот он мне говорил, оно все равно, оно очень примерное. Да, он сказал, что прям некоторые вещи совпали, но в целом очень пример. Поэтому у меня на данном этапе окончательного ответа по этой теме нету. Опять же, это нужно просматривать прям в высшем я, но, по крайней мере, эта тема стала разворачиваться в интернете, и если ребятам интересно, то можно покопаться. Но я думаю, что там не все так прям однозначно, что прям вот ты вот там, не знаю, умереть обязан там в 45 лет, ты обязательно умрешь в 45 лет. Я думаю, нет. Ну, опять же таки, мне кажется, ну вот что я думаю, да, по этой теме, что любая астрология, матрица судьбы, что у нас там есть, этот дизайн человека, любые системы, которые рассчитывают что-то по дате рождения, да, даже если с временем и местом, то все равно это, ну, условно, заводские настройки твоих тел. Да, физического, астрального, эфирного, как минимум, да, наверное. Ну, то есть, и никто не обязывает человека, наверное, этому следовать. То есть это базовые установки, которые держат тебя в каких-то рамках, чтобы ты вообще не развалился, как мякушка какая-то. Ну, то есть идешь куда-то, но если ты начинаешь над собой работать, например, там, со своей энергетикой или со своей психикой, да, даже элементарно, когда меняется, ты обретаешь внутренние опоры и готовность вершить свою судьбу, ну, о каких базовых настройках может идти речь? Высшее я, когда мы говорим про такие аспекты. Когда мы говорим, что можно из высшего я вытянуть, допустим, стихи, научиться писать, да, и стать писателем, поменять свою судьбу, если вдруг человеку это хочется. Вытянуть там какую-то игру на электронных инструментах и стать музыкантом, например, если хочется. Возможно, это будет не за неделю, да, как писал там человек в комментарии, но я уверена, если человек на протяжении года будет со своим высшим я работать над тем, чтобы изучить и параллельно учиться, оно будет намного быстрее, да, это факт. И поэтому, мне кажется, это очевидно, да, все, что касается астрологии, такие моменты. Ну да. Я всегда советую в конце, если человеку интересно духовное развитие, относиться к духовному развитию вот не как к игре в эзотерику. На сегодняшний день какое-то несметное количество именно тех, кто прям играет в эзотерику. На Бали их какое-то просто зашкаливающее количество, если вы что-то признать. Меньше, кстати, сейчас стало, меньше, но все равно вот именно тех, кто любит играть, кому вот именно вот важна не содержание, а форма. Их очень много, и все-таки я всегда всем говорю, да, что если вы хотите заниматься эзотерикой, эзотерика вообще испокон веков, это были закрытые знания, которые были во всяких кланах, во всяких организациях. Оно потом вот массово вышло оттуда, пошла вот эта вся вот пена, но не нужно все-таки купаться в пене. Нужно все-таки зайти вот туда вглубь, в этот океан, в это море безграничное абсолютно. И все-таки постараться найти вот именно чистую воду, потому что в пене, что-то там найдешь, мусор только, пластиковые стаканчики. Более точно и не скажешь, да. И на глубине ты увидишь действительно чистую воду, ты увидишь прозрачную воду, ты увидишь вот эту самую мудрость. И если ты будешь относиться к эзотерике все-таки не как к игре в нее, в плохом смысле этого слова, а как действительно глубоким знаниям, которые могут изменить твою жизнь, вот тогда это действительно будет для тебя такой прям опорой на всю жизнь, и жизнь прям очень кардинально меняется. А если ты именно играешь в эзотерику, это так и остается формой. Создаешь очередной образ себя. Создаешь очередной образ себя, с которым потом, если ты все-таки дойдешь до настоящей эзотерики, придется разотождествляться. Потому что на самом деле самое сильное эго, которое я видел, именно духовное эго у эзотериков. К сожалению, это прям очень явно видно, и ты бываешь там, им пишешь, там, не хочешь там на высшее я, а они тебе пишут, да я же маг, там, в 80-м поколении, кому-то вообще, какое ты вообще имеешь право писать мне? Нам прям так вот писали раньше. Просветленные, наверное, какие-нибудь. Рассылки, да. И вот не нужно быть вот такими.
То есть нужно быть всегда открытыми к новым знаниям, открытыми как раз к новым и технологиям, и к новым знаниям. И все-таки стараться действительно найти вот чистую воду и работать с блоками. Прям работать с блоками. У всех есть блоки, у меня полно блоков. То есть, да, но как бы я с ними работаю. Вот. И вот это вот такое некое такое комплексное пожелание финальное нашим зрителям, которые сейчас нас смотрят. Да, и очень позитивное, как обычно, от тебя и бывает. Спасибо. Это очень приятно, да, что ты сохраняешь эту такую позитивную волну. Как бы тебя мы не пытались, да, где-то вывести на кликбейт. Да, благодарю тебя за эту удивительную беседу. Благодарю. Дорогие, кому откликнулся Данила, конечно же, все ссылки на обучение, на доступную абсолютно каждому школу в описании. Я сама прохожу сейчас это обучение. И, конечно, это и очень приятное поле, которое создается именно из тех, кто переходит после моих видео, да, сюда. Это такая отдельная, очень приятная компания. И, конечно же, жизнь меняется после этого в невероятно прекрасную сторону. Я не буду спойлерить вам. Я думаю, вы сами все прекрасно знаете. Буду рада вас тоже увидеть среди выпускников уже скоро в школе-клубе у Данила. Благодарю вас.